Всем привет! Надеюсь, меня видно и слышно. И сегодня мы продолжаем тему, начатую в прошлом стриме. Ссылочку на предыдущий стрим я обязательно брошу вниз в описании к этому видео. Ну и в принципе очень много ссылок у нас вот внизу в описании еще раз к этому стриму и к любому нашему видео. И мы продолжаем эту тему того, что такое путь бойца, или как, собственно, идти по этому пути, какие мы приобретаем бонусы и чего мы лишаемся в этой связи и так далее. Выяснилось, что эта тема интересует многих на нашем канале и, очевидно, имеет смысл продолжать. Кстати, прошлый стрим мы действительно завершили с вами фактически на полуслове, и, наверное, это означает, что продолжение все-таки ожидается так или иначе. И, если помните, мы поднимали целый ряд тем в связи с тем, что такое образ жизни бойца, да? Мы уже говорили о том, что существует вокруг этого слишком много недоразумений, недопониманий и недопредставлений того, что это на самом деле такое. С одной стороны, благодаря этому пути многие из нас, и, наверное, большинство из нас, что-то реально приобретают для себя и пользуются этими скиллами, не только боевыми скиллами, я имею в виду, но и скиллами, в принципе, которые так или иначе в нас развиваются, когда мы идем по этому пути, по пути боевых искусств, да, встаем с дивана и чем-то занимаемся еще все-таки, да, или не только там на какой-то утомительной работе присутствуем, но и все-таки живем не для того, чтобы работать, да, а, так сказать, для того, чтобы просто обеспечивать свое существование более или менее как-то, да, и посвящать свою жизнь чему-то, что нас интересует по-настоящему, да, кроме там работы, например, кроме каких-то социальных долгов и прочего подобного. И вот сегодня, продолжая эту тему, я предлагаю слегка хотя бы немножечко развить те вопросы, которые у нас поднимались в предыдущем стриме, и постепенно перейти еще к другим вопросам. Вася пишет: Минасан кончила, Станислав-сан. Доброго дня, Васин. Я знаю, что у вас, наверное, уже не день, а вечер, да, я так представляю. Тогда доброго вечера вам. Рад вас видеть на канале снова. И, значит, в связи с тем, о чем мы говорили, вот, наверное, может быть, имеет смысл слегка опять коснуться темы того, как вообще выглядит этот путь боевого искусства с точки зрения каких-то достижений, ну там условных достижений, безусловных достижений, тем не менее. Судя по всему, эта тема, вот, которая у нас поднималась на канале достаточно часто, достаточно много, мы о ней много говорили, но в какой-то момент, вот сейчас я уже понимаю, что эту тему надо снова поднять, да. И формально, чисто вот я, например, я могу ошибаться, это мое субъективное мнение, я делю этот путь на несколько таких этапов. Первый этап, понятно, это этап начинающего, уровень начинающего, и здесь, собственно, особо говорить не о чем. Здесь в сущности все понятно, но еще раз напомню, что на этом этапе, на этапе начинающего, многие зависают на всю жизнь. Несмотря на то, что практикуют всю жизнь, казалось бы, да, боевое искусство или там единоборство, допустим, спортивное, здесь есть разница явная, но тем не менее, есть люди, которые зависают на этом уровне на всю оставшуюся жизнь, полагая, что, наверное, как-то они продвигаются, но особо все равно это продвижение не видно, разве только умозрительно в представлении этих людей, значит, с той точки зрения, что им кажется, что они к чему-то идут, как-то они оттачивают что-то. Ребят, действительно, в сущности, оттачивать можно бесконечно любое действие, даже действие вот элементарной ручкой. Когда вы что-то пишете на бумаге, есть такое, да, искусство каллиграфии, и вы можете этой каллиграфией заниматься всю свою жизнь. Букву А или какой-то красивый иероглиф вы можете всю свою жизнь писать и совершенствоваться в этом, казалось бы, но это не значит, что таким образом вы научитесь писать что-то по-настоящему стоящего. При помощи того, что вы оттачиваете написание всего лишь одной буквы или одного какого-то символа, это не значит, что это делает вас поэтом или прозаиком, да? Это понятно. То есть в данном случае вы, совершенствуясь в чем-то узком, так и остаетесь, может быть, специалистом, но в этом узком каком-то диапазоне. И в этом смысле вот постоянное совершенствование одних и тех же элементарных действий
Ну, с одной стороны, это вызывает, конечно, какое-то уважение. С другой стороны, вызывает еще и большие сомнения. Есть ли смысл в подобных действиях, а я знаю хорошо, что этот миф хорошо так сильно распространен, что надо вот всю жизнь там, ну, например, вот от некоторых каратек я слышал, что всю жизнь там ойцки, например, если ты совершенствуешь, ты там замечательным каратека становишься. Ну, ребят, не знаю, я не хочу на этот счет спорить, это замечательное мнение, и слава богу, что есть люди, которые таким образом мыслят, мы все разные, каждому из нас что-то свое, наверное, необходимо от этой жизни, ну и кому-то вот достаточно и этого. Одну секунду, Вася Васин пишет, да-да, просто я знаю, что у вас день, поэтому так здороваюсь, да-да. Скажу так, это я по себе сужу. Чтобы было проще совмещать работу и тренировки, следует как следует следить за здоровьем, правильно сбалансированно питаться, хорошо есть, тогда и силы будут. Ну да, согласен. Ну и кроме того, какое-то все-таки позитивное подкрепление нужно от того и от другого, да, потому что когда мы идем на работу как на казнь, не как на праздник, как на казнь, ну, наверное, это как-то несколько истощает наши силы и желание, в принципе, заниматься такими вещами. Ну, в сущности, это касается и посещения тренировок там и так далее. Такая же история. Мы либо летим туда на крыльях на каких-то, да, либо бредем туда и думаем, зачем, собственно. Да. Вот здесь вот, конечно, многое зависит и от нас, и от этого клуба, в который мы, например, посещаем, или от каких-то собственных тренировок, которые мы правильно или неправильно строим, там, допустим, да, и так далее. Вот, кстати, к вопросу позитивного подкрепления мы несколько позже еще обязательно с вами вернемся. Вот. И продолжая эту тему, продолжая тему вот этих условных достаточно градаций бойцов на пути боевого искусства, значит, когда мы говорим о начинающем, еще раз, я напомню, мы говорим о том, что сейчас мы говорим о том, что есть люди, которые зависают на этом уровне очень надолго. И, конечно, здорово, когда вы там ойцки или махгери, или там бог знает что еще, тренируете годами, по 1000 раз одно и то же выполняя. Это все замечательно. Но представьте себе просто плотника, который всю жизнь выполняет одно и то же действие долотом. Вот ставит долоток деревяшки и бьет по нему там молотком, например. И вот в этом он добивается совершенства. И тем не менее, можно ли вот такого совершенства, такого плотника в таком совершенстве, можно ли назвать его каким-то изощренным, таким искусным плотником? Я думаю, что нет. То же самое у нас в боевых искусствах. Вот плотник – это человек, который из дерева может сделать что угодно. Окно, дверь, я не знаю, кресло, там что-то еще такое, понимаете, да? Когда этот человек умеет только по долоту бить, даже совершенным образом, каким-то уникальным, ну, наверное, это означает, что это далеко не мастер. Это хороший подмастерье, наверное, который может выполнять всего одну операцию, да? В боевых искусствах такая же история и практика одних и тех же элементов, а их не так много. Если мы берем ну, типичный достаточно какой-то список, ну, допустим, какого-то там пост-карате или там классического карате, например, окинавского какого-то, да, окинавских направлений, ну, сколько мы можем набрать технических элементов? Ну, часто встречающихся и часто использующихся, ну, 2 десятка. Это все. На самом деле, боевая ситуация, которая помещается в возможности этих 2 десятков, но это такая достаточно узкая все-таки боевая ситуация. И именно поэтому в условиях ринга, теплого зала, ну, вроде эти 2 десятка так неплохо достаточно работают. Особенно, когда у вас партнер такой же, совершенно человек, который сосредоточен на этих 2 десятках элементов. Да? Конечно, мы можем говорить о том, что на самом деле-то, конечно, диапазон возможностей любого боевого направления, там не спортивного узкого, а, например, боевого направления, конечно, гораздо шире. И там сотни-две там хотя бы элементов, если мы просто говорим об элементах, да. Вот. Но все равно, ребята, это очень мало. На самом деле с этими 2 сотнями каждый из нас справляется достаточно быстро, достаточно хорошо и быстро эти вещи осваивает, если, конечно, хочет освоить по-настоящему. И в прикладном каком-то ключе это тоже у каждого из нас работает еще на уровне новичка.
немножко хуже, немножко лучше работает, но в сущности работает, и как бы здесь проблемы-то даже никакой нет. И это, ребята, еще не боевое искусство. К сожалению, различная литература, связанная с боевыми и околобоевыми какими-то направлениями, нередко ставит нас в тупик, конечно. Мы видим просто какие-то каталоги возможностей, мы видим какие-то простые технические элементы, или какие-то ТАО, или там ката, например, да, которые нам демонстрируют, ну, просто связь этих технических элементов между собой, причем, на первый взгляд, достаточно хаотичную связь, и больше ничего. И, ребят, это, конечно, еще не боевое искусство. И наверняка вы знаете, ну, каких-то людей, которые даже на уровне новичка осваивают ката там уже черных поясов, там тех или иных данов, да, которые осваивают на уровне новичка массу различных ТАО, и это все равно не делает их бойцами, сколько-нибудь продолжающими. Сейчас мы еще об этом поговорим, одну секунду. Кот Василий пишет: почему вы прекратили работать с Дмитрием Черносвитовым? Ну, я даже не знаю, как четче ответить на этот вопрос. У нас было некоторое недопонимание. В какой-то момент стало понятно, что мы не очень сходимся в коллаборации какой-то. Вот если кратко. Вася Васин пишет: я сам сталкивался с мнением, что главное это отрабатывать удар до совершенства. Я с этим не соглашусь, ведь бой это не только удар. А как же правильные входы, различные комбинации и прочие защитные атакующие элементы? Конечно, конечно. Полностью с вами согласен, Вася Васин. Так оно и есть. Боевое, если бы боевое искусство сводилось к каким-то элементарным решениям, совершенно очевидно, что и масштабные бы битвы также точно сводились бы к элементарным решениям. И не было бы понятия ни о стратегии, ни о тактике, не было бы многих родов войск, многих видов вооружений и так далее. Да? Мы это хорошо представляем себе. И трудно нам представить масштабную битву, где все решается, ну, там, только танковым взводом, например. Ну, странно, да, или только там пехотинцами, скажем, там вооруженными там какими-то винтовками, там со штыками примкнутыми, да. Все понимают, что это не так работает. То же самое у нас в боевых искусствах, такая же история. Арсенал наших возможностей, он очень широкий. У нас порядка там 2-3 десятков различных разделов боевого искусства, которые мы изучаем. Да? Я еще раз просто напомню, помимо там типичных атакующих действий, неважно, руками, ногами, головой и чем угодно еще, есть еще понятие защитных действий, и это понятие гораздо шире, чем понятие атакующих действий, и требует от нас гораздо больше внимания, гораздо больше усердия. Значит, у нас есть понятие работы с захватами, самих захватов, работы с захватами, то, что называется ценна и фань-ценна, когда мы используем захваты противника для причинения ему явного ущерба, ну и так далее. У нас есть такие понятия, как стратегия и тактика, у нас есть прыжковые различные действия, у нас существуют подсечки, бросковые действия, да? У нас существуют... Ну и так далее, и так далее. Там Нейгун, например, существует, у нас работа с шагами, с входами и так далее. То есть, на самом деле, сейчас я все равно не вспомню все эти разделы, которые мы все так или иначе изучаем, проходим и так далее, если мы идем по пути боевых искусств. Да? Иными словами, вот этот вот разделчик, узенький разделчик атакующих действий, это, конечно, не боевое искусство, это один просто из разделов. Это так же, как, помните, вот я говорил, есть люди, которые практикуют отдельно ценна, да, как отдельное боевое искусство. На самом деле это раздел боевого искусства, ну, традиционных китайских боевых искусств, по крайней мере, один из разделов. Вот, и он должен осваиваться в любом уважающем себя клубе боевых искусств. Но выделять его в отдельное боевое искусство, ну, скорее всего, все-таки ошибочно, потому что цена не решает всех вопросов, когда мы сражаемся там в реальности. Да? Так же точно, как и атакующие действия не решают всех наших вопросов. Это важно помнить. Так, одну секунду. Ронину Яну пишет: день добрый, Станислав. Хорошая тема, правда, с терминологией, боевое искусство многие спорят.
Ну окей, окей, сколько людей, столько мнений, ничего страшного. О, Антоника появилась, здравствуйте. Зачитайте мой коммент. Сколько времени в день вы выделяете боевому искусству? Не меньше часа. Не меньше часа каждый день. Бывает, что значительно больше. На самом деле, когда боец занимается уже там далеко не первый десяток лет, как правило, вот примерно на таком уровне люди держатся. Если помните, начинал я с того, что у нас тренировки были от 3,5 до 4,5 часов. Да? То есть для начинающего как бы такая интенсивность, ну, не то чтобы является нормой, но как бы желательно, скорее всего. Да? Вот. Окей, значит, мы идем дальше. Дальше, на уровне начинающего, конечно, у нас существует очень много разных, иногда достаточно не просто ошибочных, а трагичных каких-то мифов. Вот, обо всех о них мы не будем сейчас снова говорить, мы об этом много говорили с вами. В том числе, кстати, есть и вот это вот такое странное представление о том, что, ну, например, уровень, какой-то уровень там мастерства, некий уровень мастерства связан с тем, что люди осваивают нейгун, осваивают или там цигун, как это сейчас говорят. Вот. И поэтому новички многие сразу стараются вот нейгун освоить, и вот после этого я стану там волшебником необыкновенным и так далее. Не, ребят, это так не работает, к сожалению. Значит, надо понимать о том, что, ну вот опять, как с автомобилем, например. Когда мы говорим об автомобиле, мы не говорим об отдельных его узлах и механизмах. Даже двигатель автомобиля еще автомобилем не является. И для того, чтобы это все ехало, нужно сложить между собой все эти детали и правильно их пригнать друг к дружке. Да? Вот то же самое у нас в боевых искусствах. Если вы осваиваете, делаете большой упор только на нейгун, например, или там на цинна, или только на атакующие действия, или только на стратегию, например, да, это подобно тому, как вы пытаетесь создать машину, которая состоит только из коленчатого вала, например, или только из левого переднего колеса, да, понимаете. Вот чтобы этот автомобиль все-таки ехал, он должен быть правильно собран из разных узлов, механизмов, там, деталей и так далее. Да? Вот это важный момент. И, наверное, сейчас я еще кратенько повторю о каком-то уровне продолжающего. Да? Уровень продолжающего – это, как правило, люди, бойцы, которые уже немножечко пошли дальше, чем уровень технических элементов. Вот то, что чаще всего называется техникой, техника там атаки локтем, техника атаки там ногой назад, например. Нет, ребят, это не техника, это называется технический элемент. И то, что этот технический элемент имеет свою технологию какую-то, как изготовление одного болтика или одной гайки тоже имеет свою технологию, да, не говорит о том, что, еще раз, что этот болтик или гайка являются важнейшим каким-то узлом или механизмом в автомобиле. Да? То же самое и здесь. Это не техника, это технические элементы всего лишь. И вот здесь вот, кстати, знаете, мне вспоминается один из комментариев, он давно был на нашем канале, и я на этот комментарий, например, не ответил, и вы поймете сейчас почему. Значит, там, среди прочего, был представлен там некий, я уже не помню, какая-то атака ногой, там то ли назад, то ли в сторону, уже сейчас не помню. Вот, и, значит, среди прочего, там появился такой комментарий, а где взгляд там на бьющую ногу, да? Ребят, вот когда читаешь такой комментарий, понимаешь, что имеешь дело с новичком. С новичками надо очень аккуратно общаться, в том смысле, что такое неаккуратное общение приводит к демотивации такого человека, например, да, может привести. Может привести к тому, что человек неправильно поймет и неправильные выводы сделает, ну и так далее. Поэтому я отвечать не стал. Вот. Я хорошо понимаю, что когда человек, например, проходит там какой-то первый самый курс погружения в стакан, да, действительно, там такая ситуация необходимая очень часто является. Мы смотрим там, боец смотрит на свою бьющую ногу, на свою бьющую руку там, и так далее. Ну, потому что на самом деле от новичка не требуется ничего больше.
и ему нужно оценивать то, что происходит непосредственно перед ним, там, например, и так далее. Но это уровень новичка, потому что когда мы переходим на следующий уровень, когда мы начинаем работать, например, с несколькими противниками, или когда мы многозадачно начинаем работать, ребята, у вас глаз не хватит на то, чтобы все везде вот это вот посмотреть, и на стопу на свою посмотреть бьющую, и в сторону там противника, который у вас в это время за спиной, и на выполняемую вами одновременно защиту, и так далее, и так далее. Тут глаз не хватит, и тут несколько по-другому все выглядит. И вот сразу из таких вещей мы видим и понимаем, на каком уровне находится боец. И вот категоричные мнения, ну, как правило, да, они связаны с тем, что человек находится на уровне начинающего или зависает очень давно на уровне начинающего, да, потому что такая категоричность, ну, это понятно, с чем она связана. Понятно, что человек предъявляет к себе некие требования, иногда даже завышенные требования, это замечательно, это похвально, но эти требования, они нужны именно на первых шагах, на первых порах, это тоже понятно, да? Потому что когда вы осваиваетесь с каким-то мероприятием, когда вы осваиваетесь с каким-то рядом действий, у вас появляется большая свобода, вы можете позволить себе гораздо большее, да, и вариативность уже какая-то появляется, а не вот эта вот алгоритмичная деревянность такая, да, и так далее. Иными словами, когда человек к себе вот эти вот требования предъявляет, он, очевидно, такие же требования предъявляет и к окружающим его людям, он достаточно категоричным становится. И я хорошо помню бойцов, с которыми вместе, вот я тоже начинал свой путь в боевых искусствах, и других бойцов других направлений, тоже начинающих каких-то, да, и нередко тоже сталкивался именно с такими безапелляционными, категоричными мнениями, на которые, ну, просто пожимаешь так плечами, ну, как бы, ну, бог с ним, ладно. Пройдет время, человеку немножко стыдно будет за свои вот эти вот слова, если, конечно, он немножко продвинется дальше потом впоследствии, да. И умные люди, которые продолжают идти по пути боевых искусств, они понимают, что боевое искусство от другого боевого искусства сильно отличаются, боец от бойца сильно отличается, клуб боевое от клуба сильно отличается, и предъявлять требования своего клуба к другим каким-то бойцам, ну, это такая стрёмная история, на которую вам тоже такими же вещами могут ответить, и скорее это приведет к недопониманию и бессмысленным достаточно каким-то обсуждениям, чем к чему-то стоящему, да. И вот даже из слов мы нередко видим, на каком уровне находится тот или иной боец, с которым мы общаемся, не говоря уже о какой-то практике реальной, да. Одну секунду. Вася Васин пишет. Кстати, вопрос не совсем по теме. Я знаю, что вы переболели всем известным вирусом. Да. Тяжело после него было так тренироваться. При отработке НЭЙГу были проблемы. Просто у нас резко возросла заболеваемость, и, кажется, я подцепил заразу. И, возможно, как раз-таки тот самый штамм. Наблюдаются симптомы ОРВИ, тяжело дышать, боли в мышцах. Вот и интересно мне. Давайте я сейчас кратко отвечу на этот вопрос. Значит, да, действительно, в первой волне, когда еще не было объявлено, что это ковид, переболел и я, и вся моя семья переболела. Слава богу, никто не умер, но это было жестко. И у нас вот наша знакомая, к сожалению, на вот буквально соседней улице умерла вот, от ковида, да, действительно. И ряд наших знакомых тоже переболел ковидом уже после того, как его объявили. Вот. Но вот эта вот первая волна, если помните, она была самой жесткой. Люди действительно умирали. Дальше влияние вируса несколько там уже, ну, где-то нивелировалось, несмотря на то, что было достаточно много смертельных случаев в том числе, да, но все-таки как-то вот вирус постепенно становился более безопасным, да, его мутации как бы более безопасными становились. Возникали, конечно, новые мутации, там про дельту мы знаем и так далее, но сейчас мы не будем об этом говорить, будем говорить о том, как это происходило. И да, действительно, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что дышать ты не можешь, что хочется свежего воздуха, но открывание окон с холодным каким-то, допустим, воздухом не сильно помогает. Я, кстати, не помню даже, что же это было-то. Это осень ли была, или лето это было, или зима, уже не помню даже, что было. Я помню только, что мне действительно не хватало воздуха, а я первый в моей семье переболел этим всем, где-то подцепил волшебно. Вот. И
Я помню следующий день, когда вот утром надо мне идти на тренировку, например, я очень хочу, но не могу. И все равно я иду на тренировку, я ее начинаю. И это очень тяжело. Дело в том, что, если помните, вот этот первый штамм, по крайней мере, он еще вызывал депрессию. Помимо того, что, значит, легкие у вас совершенно незамечательно работают, среди прочего, и как в том числе побочка после уже вируса, вы пребываете в некоторой депрессии. Это, ребят, действительно сложно достаточно, потому что мотивация вообще жить падает. У меня вот отец, например, мой тоже переболел ковидом, и до сих пор уже там, наверное, полгода или сколько-то, он в дикой депрессии какой-то находится, и это очень жаль. Вот. Так вот, возвращаясь к теме. Да, действительно, я иду на тренировку, мотивации ноль. Я чувствую, что мне чрезвычайно некомфортно, трудно шевелиться и дышать вообще невозможно, задыхаешься после даже мысли о том, что надо как-то двигаться, да? Вот. Но, вы знаете, за столько лет тренировок, проходя через самые разные ситуации, занимаясь в самых разных местах и в самое разное время, благоприятное и неблагоприятное, ты уже умеешь запускать этот механизм, и все равно больно тебе, тяжело тебе, невозможно тебе, ты все равно тренируешься. И я хочу сказать, что именно вот эти ежедневные тренировки, а я их не прерывал ни на один день. То есть даже когда у меня температура там какая-то, еще что-то, я не прерываю тренировок, я все равно занимаюсь. Вот. И значит, благодаря именно этим тренировкам, я полагаю, благодаря вот этой постоянной вентиляции в легких, вот это вот ты выплевываешь там вот эти вот створоженные массы какие-то, вот эти вот жуткие, совершенно ревешь как лось, когда это все выплевывается из тебя, да. Вот, это действительно, ну, так сказать, не радует, в общем, и не слишком расцвечивает этот мир в разные краски, но через это проходишь. И еще дополнительно к этому я хочу сказать, я уже говорил, что у меня есть замечательная вот баня, кстати, это фурако японская, бочка такая, которая нагревается там до 40 с небольшим градусов, вот, и в ней, если сидишь какое-то продолжительное время, вся вот эта вот гадость в организме, она погибает. Мы знаем, да, что большинство вирусов погибает при температуре свыше 40 градусов. То есть вот 40 градусов уже предел для многих вирусов. И таким образом, вот еще там дня 3 такой вот бани, ну, в смысле, не постоянные 3 дня, а там выходишь, посидишь, уходишь, выходишь, посидишь, уходишь. Причем это было тоже чрезвычайно мучительно. Вот ты садишься в эту бочку, в эту баню, так вот забираешься, вот, и вроде вот тут свежий воздух, тут вот жарко, пот течет, там все вот это вот, но тебе страшно плохо. Вот просто страшно плохо. И все равно каждый день ты вот тренируешься, ходишь на тренировку там и так далее. Вот. И вот таким образом, вот такой мой опыт переживания ковида. То есть я его пережил лежа, действительно, но на тренировки я постоянно ходил. Я не пропускал тренировки. И плюс еще вот пользовался баней такой. В общем, я пережил достаточно безопасно это все. И вот, судя по всему, я подхватывал еще какие-то мелкие штаммы, такие слабые штаммы уже короны после всего этого. Но, видимо, организм, всклокоченный первой волной, как-то достаточно эффективно переборол, в том числе и вот эти вот дополнительные какие-то, значит, колебания вот этого штамма. Ну вот так, если более-менее кратко, да. Так что, Вася, если вы действительно заболели этим делом, первое, вот держитесь просто изо всех сил, никакой депрессии, ни во что не впадать, ни в какую депрессию. Вам захочется лежать все время, лежите. Лежите столько, сколько хотите, никого не слушайте. Вам не захочется кушать, потому что вы не будете чувствовать вкуса пищи и ее запаха, да? Потому что ковид в том числе убивает вот эту вот возможность. Все равно кушайте. Вам будет казаться, что то, что раньше казалось вам вкусным, теперь будет невкусным. Хорошо, найдите что-то, что сообщает вам этот вкус. Радуйте себя чем хотите, потому что вот эта вот депрессия, которая сопровождается ковидом, ее надо побеждать позитивом явно. Включите себе что-то интересное, смотрите это все, воспользуйтесь этим временем для того, чтобы, я не знаю, там, посмотреть какие-то фильмы, я не знаю, бог знает, какие-то сериалы, может быть, или что вам нравится, да. Это будет тяжело, вы будете периодически засыпать, наверное, и хорошо, и спите под это дело.
Вот. И плюс еще к этому я советую, конечно, все-таки какую-то вентиляцию легких. Если у вас будет возможность такая, как-то на тренировках все равно действовать, тренировки проводить, вы это делаете, потому что вентиляция легких нужна. И, конечно, она, желательно, чтобы она была не принудительная, а естественная. Да? И третье, вот если есть возможность посещать какие-то такие спа-дела, какие-то вот бани какие-то, еще что-то, так, чтобы не заражать только окружающих, конечно, по возможности, вот воспользуйтесь еще и этим, наверное. Держитесь. Желаю вам скорейшего выздоровления, если такая ситуация, к сожалению, вас настигла. Ранина Яма пишет: уровни низкие, способность лежать и падать, средняя способность выводить из равновесия и ориентироваться в пространстве, высокий способность не волноваться о предыдущих уровнях. Хорошо, очень так это пространно, но спасибо. Окей. Да, и, значит, возвращаясь все-таки к теме нашего стрима, немножечко еще продолжим. Да, Вася Васин пишет: депрессии нет, но вот затрудненное дыхание, боль в мышцах досаждает. Однако вкус и запахи вообще никак не поменялись, но мне говорили, что при омикроне такое возможно. Может быть, при омикроне, да, не утрачивается эта возможность. Вася Васин, держитесь, держитесь. В общем, вентиляция легких, какие-то жаркие процедуры, вот что-то надо как-то с этим бороться, постарайтесь. И отдых, конечно, по возможности отдых, потому что организму очень много сил нужно на борьбу с этим ковидом. И, конечно, еще раз дополнительно его нагружать, перегружать, наверное, не стоит. Да? Окей. Да, продолжаем тему. Об уровне новичка мы можем говорить бесконечно. Еще раз напомню, что есть даже люди, которые всю жизнь на уровне новичка находятся, несмотря на то, что считают себя уже мастерами, они все равно никак не могут перейти на следующий такой уровень. Да? Вася Васин пишет: спасибо за пожелание, благо я вакцинировался. Ну, хорошо, замечательно. Так, Ронину Яму пишет: в Британии с 24-го все меры антиковид отменяются. И я поддерживаю Британию, если уж мы возвращаемся к этой теме, я поддерживаю Британию, да, действительно, исследования показывают, что вот эти вот ограничения, они только бьют по благосостоянию домохозяйств, бьют по экономике, и в реале ничего, к сожалению, не решают. Да. И я очень надеюсь, что у нас тоже это отменится. Сейчас у нас в парламент Болгарии, в Народное собрание тоже внесено такое предложение отменить любые ограничения, даже вот эти маски какие-то там и прочее подобное, отменить их. Да. В принципе, у нас ограничения существуют сейчас. Эти ограничения, конечно, не такие жесткие, но существует вот все-таки... Ну, например, без зеленого сертификата, так называемого, да, вы не можете находиться внутри ресторана какого-то или кафе. Но вы можете на улице, на веранде как бы кушать, да, там, если у ресторана есть такая веранда. Вот, то есть не очень жесткие меры такие. Опять там какие-то мелкие магазины, например, да, значит, посещать там нельзя. Какие-то крупные магазины другого качества, там какие-то хозяйственные крупные магазины, вот всякие, да, тоже вроде бы посещать нельзя без зеленого сертификата. Какие-то торговые центры нельзя посещать без зеленого сертификата, ну и так далее. Есть, конечно, варианты, когда вы сдаете тест на вот эти, как они называются, на антитела, и с этим вот это в принципе является сертификацией временной, да, и вы можете там посетить все, что вы хотите, да, вот, но это глупо, конечно, очень, это нелепо, это сильно останавливает торговлю. Ну, например, в ряде магазинов реально в 2 раза упал доход, например, да, ну и так далее. Ну, то есть это просто бьет по экономике и на самом деле никого как следует не спасает. Спасает, конечно, состояние медицины в стране, когда могут обеспечить уход, правильный уход за такими людьми. Опять же, отрицательным фактором является принудительная вакцинация. Мы хорошо понимаем, что есть люди, которые легко отзываются на принуждение, есть люди, которые категорически против любого принуждения. И эти люди, чем больше на них давят, тем меньше существует возможность их загнать в общее стойло, как говорится, да, и к чему-то принудить там и так далее. И есть пограничные варианты, которые колеблются между одним и другим, и которые взвешивают все
плюсы и минусы. И мы знаем, что у современных вакцин достаточно много побочек существует, поэтому очень большая группа граждан действительно отказывается от вакцинации именно потому, что существуют побочки. Если бы не этот фактор, многие бы вакцинировались, но мы знаем, что и вакцины-то на самом деле не являются универсальным средством от ковида. И вакцинированные люди также являются носителями этого вируса и могут передать его, заразить кого-то, хотя сами при этом, например, могут не болеть. Да? Но во время этой процедуры, вернее, после нее сразу вы все равно перебаливаете. Ну и так далее, и так далее. То есть в данном случае вот у меня нет, например, жесткого мнения по поводу того, надо вакцинироваться или не надо. Мало того, вот один мой сосед недавно сказал, что он антиваксер, вакцинированный антиваксер. Да? Например, такие даже есть люди, которые хорошо понимают, что они идут на это не потому, что они этого хотят, они хорошо осознают все побочки, и на свой страх и риск государство вам потом не поможет ничем, когда у вас побочки такие вылезут. Да? Эти люди идут на свой страх и риск вакцинироваться, и нередко даже вакцинированные отговаривают кого-то другого это делать, по крайней мере, делать бездумно, да? Надо вдумываться. И вот у меня, например, нет позиции по этому поводу. Надо или не надо. Ребята, это ваш выбор, это вы сами решаете для себя, да? Вот, ну и так далее. Окей, хорошо. Так, секундочку. Вася Васин пишет. И надеюсь, это поможет пережить болезнь. Хотя скажу, что тренироваться в целом могу и тренируюсь. Супер, поддерживаю. Ронина Яма пишет. Ну и супер, да. Кот Василий пишет. Занимающимся боевыми искусствами крав-мага не нужна? В смысле, ну кто занимается крав-магой, ну занимается крав-магой. Если можно, уточните, пожалуйста, ваш вопрос не очень понятен. Петр пишет, Вася Васин, поддерживайте свой иммунитет. Я завариваю фойный чай с шиповником. Крепкого всем здоровья. Спасибо большое, Петр, спасибо. Присоединяюсь к Петру. Да, и продолжаем. Иными словами, на уровне вот этого новичка можно, конечно, задержаться на всю жизнь. Есть следующий уровень, уровень продвинутого. Не существует у нас четкой границы, когда бы мы видели некую полосу, переступая которую мы оказываемся в том или ином качестве, конечно, нет. Но в сущности вот эта граница, этот переход от начинающего к продолжающему, он все равно ощутим. В сущности, он ощутим больше всего, конечно, он ощутим на уровне вашей спарринговой боевой практики, да, и на уровне, наконец, снятия многих шор, которые раньше определяли ваше мнение по тому или иному вопросу в боевой практике, да. Вы, наконец, начинаете понимать, что боец, который что-то делает не так, как вы, он не прав совсем. И, может быть, он даже более прав, чем вы, несмотря на то, что вы придерживаетесь какого-то канона, какой-то методики, какого-то общего представления о некоем возможном идеале и так далее. Да? То есть даже вот такая вот история, когда меняется немножечко ваше мнение по поводу боевой практики окружающих людей, а потом постепенно меняется и ваша боевая практика. И вот в первую очередь, еще раз, это заметно на уровне спарринговой вашей практики, а потом уже и на уровне вашей тренировочной практики, потому что вы начинаете подходить ко всему несколько уже по-другому. Одну секунду, Ронина Яма пишет, занимающимся карате, бокс, тэквондо очень даже нужна самооборона. В том смысле, что спорт еще недостаточно пригоден к реальной ситуации, еще недостаточно прикладным является. Да, совершенно верно. Действительно такая ситуация существует, и как раз целый ряд самооборонных клубов, которые базируются на постспорте, они пытаются этот спорт сделать более прикладным. Да? Окей. Так вот, продолжая эту тему, когда мы двигаемся дальше, когда мы становимся продолжающими, это еще не очень высокий уровень, но естественно, это уже не самое начало вашего пути, и здесь вы начинаете более или менее ориентироваться в том, что вы делаете. До сих пор еще, конечно, как и на уровне начинающего, вы идете на ощупь.
И если когда-то вы начинали, допустим, даже в клубе, не самостоятельно, в клубе, вот вы начинали, и вам постоянно повторяли, сделай вот так, не вот так делай, а вот так делай. Например, вас убеждали, вам говорили, ну сделай это хорошо, ну сделай это нормально, чтобы это заработало по-настоящему. А вы все упорно не делали этого, ну как-то не получалось, ну что-то не складывалось и так далее, то теперь на уровне продолжающего такой проблемы нет. Конечно, и вы больше доверяете мнению того, там, кого вы слушаете постоянно, учителя своего, да, до вас лучше доходят его слова. Если он говорит, что лучше бы сделать все-таки вот так и так, да, вы действительно стараетесь сделать вот так и так, а не как-то по-другому, да, как вам раньше казалось. Вы вроде бы следовали этим советам, но на самом деле не следовали. Да? Сейчас вы уже на общем языке каком-то общаетесь, свойственному и вам, и вашему учителю, или тем бойцам, с которым вместе вы работаете. Вот. И вроде бы вы уже не настолько на ощупь двигаетесь, вы уже понимаете, зачем это вы делаете, зачем вы это делаете, да? Каков в этом смысл, почему вот этому надо уделять больше внимания, а этому там можно поменьше уделить внимания, над чем надо работать по-настоящему, а что является ну, таким обвесом, просто дополнением каким-то и так далее. Да? То есть вы уже более-менее определяете, что важно, что не очень важно, да? Хотя, в принципе, конечно, вы себе представляете, что ничего неважного нет в жизни бойца, не только в его боевой практике, но и в жизни вообще нет ничего неважного. Да? И вот на этом уровне, на уровне продолжающего, нередко люди обращаются к каким-то уже теоретическим, в том числе, основам своего боевого искусства, начинают читать какие-то, может быть, пособия, которые связаны с этим боевым искусством, конкретно вашим, или с боевыми искусствами вообще. Многие как раз именно на этом уровне начинают читать Горин но Сё, там, например, книгу «Пяти колец» Мусаси. Кто-то начинает читать Суньцзы, там, например, ничего еще не понимая. Кто-то пытается читать Джуанцзы, Лаоцзы. Кто-то еще что-то, да, начинает читать с тем или иным качеством понимания, да, переводов, ну, например, переводов Дао Дэ Цзина существует там десятков, наверное, 5 только общеизвестных, не говоря о каких-то переводах не таких популярных, скажем, да, но, может быть, не менее хороших и так далее. Ну, в общем, на этом уровне вы пытаетесь осознать свое боевое искусство несколько шире, пытаетесь действительно увидеть, что в нем от жизни, от реальности, от природы, а что в нем искусственного, надуманного, возможно, вами и так далее. Почему это важно? Потому что именно это позволяет вам уйти от иллюзий, от каких-то эфемерных фантазий, связанных с вашим боевым искусством, да, и, наконец-то, выстроиться в практическом каком-то прикладном исключительно ключе. Помните, я как-то вот, ну, даже на прошлом стриме я говорил, например, о том, что первая плеяда бойцов, вот с которыми я непосредственно общался, которые вместе со мной осваивали боевые искусства, вот когда я начинал и они начинали, да, это были ребята заводские такие, некоторые постарше меня немного в тот момент, вот, и это люди были уже достаточно в жизни определившиеся, они уже в юности в своей уже начинали зарабатывать деньги, уже отвечали за свою собственную жизнь, за какое-то, за качество этой жизни, за то, как они работают, как еще что-то. То есть это люди уже по большей части сильно самостоятельны, в отличие от их сверстников или от меня, например. Я тогда еще был довольно инфантильным юнцом, не знающим еще как следует жизни и так далее, и имел о жизни весьма смутные представления, разве в разряде там посещения школы только и чего-то еще подобного, да? Вот. И вот эти люди уже достаточно самостоятельные, они как раз были очень практичными. Иногда ребят практичнее и прикладнее, если так можно сказать, чем взрослые бойцы. В частности, я уже тогда столкнулся со странной такой историей. Вот я вам рассказывал, там среди прочих вот этот вот клуб моего учителя посещал один замечательный человек. Я его никогда, наверное, не забуду, потому что он для меня является
ну, как бы одним из важных таких лиц моей жизни все-таки, одним из важнейших людей. В частности, когда мы заканчивали тренировку, нам было по пути, мы вместе с ним ехали какое-то время, значит, по домам, и у нас была возможность и на ходу, и потом, когда мы ехали, беседовать все-таки. И вот эти вот беседы я очень хорошо помню. Он мне о своей жизни так, мы непосредственно очень общались. Вот, он и о своей жизни рассказывал, о своей боевой практике, и что-то мне приходилось там ему как-то отвечать и так далее. Вот, и в частности, вот он был слегка экзальтированным, слегка таким романтичным человеком в свои 30 слишком лет. А ребята, с которыми вот вместе я начинал, это были ребята там лет по 17, и 17-18, там, ну, немножко там плюс. Вот. И они даже были куда прикладнее и практичнее, как мне ну, тогда казалось, и может быть сейчас, может быть ошибочно кажется, чем вот этот вот человек. Конечно, он на меня повлиял очень сильно, и это было интересно все, с ним общение, и практика с ним боевая там, и так далее. Вот. Но я просто хотел сказать о том, что вот эти ребята, с которыми я начинал вместе, они уже стартовали с таких неромантических достаточно основ. Им нужно было исключительно прикладное рабочее боевое искусство. Да? И они, собственно, к этому шли. И вообще, как правило, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но, как правило, такого уровня сознания, такого представления люди достигают уже на уровне продолжающего. То есть, когда немножечко вот спадают вот эти вот шоры, спадает это категоричное мнение по любому поводу, излишние требования к своему окружению, например, вот, и человек открывается немножечко, его сознание немножечко приоткрывается, он начинает, о чудо, начинает слушать окружающих, начинает наблюдать, что говорят, что делают и так далее окружающие, да, и прочее подобное. Вот это первый маленький такой шажок к созерцанию все-таки, да, к тому, чтобы не быть светочем этой жизни, как у Лао Цзы, там, например, если помните, в одном из джанов Дао Дэ Цзина там есть фраза о тех, кто сияет, и о тех, кто не выставляет себя на свет, да. И вот как раз вот этот вот момент, когда вы перестаете сиять, наконец-то, как вам казалось, и начинаете не выставлять себя на свет, находясь в тени, наблюдать эту картину мира, многогранную картину, да, эту игру теней, если хотите, и вслушиваться в то, что происходит вокруг вас, и всматриваться, и вчувствоваться в это, да, и это начинает отражаться в том числе на вашей боевой практике. Сейчас, одну секунду. Кот Василий пишет: если воспринимать Крав Магу как метод быстро и агрессивно ответить атакой. Я понял, о чем вы писали. Кот Василий, я кратко, буквально свое мнение. Возможно, я не прав, мое субъективное мнение. Крав Мага — это, по сути, то же самое, что у нас вот самбо. То есть это набор разрозненных технических элементов. Это не боевое искусство, а это именно вот самооборона, такая во многом постспортивная. Да, мы это хорошо видим по тому, что нередко называют движком, там, например, да. Вот, окей. Так, Вася Васин пишет: Петру спасибо за совет. Сергей Кривенко пишет: добрый день, Станислав, и вам доброго дня. Что делать с тем, что партийная версия кунг-фу и есть одна большая иллюзия? Вы имеете в виду Компартию Китая, наверное, да? Что они создают некую иллюзию. Сергей, вот мы уже об этом говорили, и что делать с этим, а вы ничего поделать не можете. Что вы можете поделать? У вас есть какое-то непосредственное влияние на Китайскую академию Вушу, например? Едва ли. Если хотите, мы вернемся позже к этому вопросу, если напомните, и более широко об этом можем поговорить. Окей. Так вот, на уровне продолжающего многие обращаются уже к теоретическим основам своего боевого искусства или боевых искусств вообще, начинают читать различные источники, не очень правильно, иногда их понимая, потому что, ну, я слышал неоднократно какие-то мнения, да и сам я когда начинал, например, когда вот я читал там Горин Носё, я не совсем
правильно оценивал то, что там написано, например. Я пытался, как и многие, каким-то образом некоторые фразы, которые относятся, например, к владению мечом, пытался их спроецировать на рукопашные, например, практики или на какие-то сюжеты просто социального взаимодействия. Вот многие так пытаются это сделать. Но, ребят, иногда банан – это просто банан. И то, что в «Горе но все» написано относительно владения мечом, иногда это просто владение мечом. Таким образом, наиболее ценными в «Горе но все» в книге «Пяти колец» для нас становятся те главы или отдельные выдержки, которые сразу и вот без всяких дополнений, без специальной трансформации какой-то, интерпретации, сразу соотносятся с нашей боевой практикой. Да? И в этом смысле, значит, человек, который вот обращается к таким первоисточникам, начинает отделять вот это вот зерна от плевел, например, да? Начинает искать что-то, что действительно правильно и сразу объясняет какие-то концепции. Ну, скажем, сложно достаточно правильно сразу воспринять концепцию, которая вот заложена в Дао Дэ Цзине, там, например, в переводе Ян Хиншуна, да, несколько фраз буквально: «Мягкое преодолевает твердое, слабые побеждают сильных», например, да, ну и так далее. Вот такой перевод, он может быть не сложен для восприятия, но он сложен для применения, потому что возможности интерпретации этих фраз, они практически безграничны. И очень многие делают большие ошибки, самостоятельно пытаясь интерпретировать эти фразы и привнести их в буквально таком именно понимании, в собственной интерпретации, привнести их в свои боевые практики. Что-то в этом случае будет получаться и работать правильно, что-то не будет. И вы продолжаете жить в сомнениях, например. Да? И вот как раз этот уровень продолжающего – это уровень сомневающегося человека. То есть, с одной стороны, вы стали свободнее, вот эти вот шоры какие-то, категоричность какая-то, все это немножечко уже снялось с вас. Вы начинаете вернее и правильнее видеть этот мир, свою боевую практику, свое боевое искусство. И практиковать-то вы уже лучше стали. И вместе с тем, о ужас и о чудо, вместе с тем вы начинаете жить в больших достаточно сомнениях. И это странно. Вы живете свободнее и живете в сомнениях. Да? Сейчас, секундочку. Вася Васин пишет: для практикующего боевые искусства Крав Мага не представляет особого интереса, так как в боевых искусствах многие эти элементы развиты лучше. Ну вот, да, присоединяюсь к вам, Вася Васин. Так вот, значит, вообще, когда мы говорим о сомнениях, это говорит, ну, о многих вещах это может говорить, но в позитивном ключе каком-то, когда вы все-таки так или иначе верно и целенаправленно двигаетесь по какому-то пути, возникающие сомнения говорят о том, что ваш критический ум начинает развиваться, что вы начинаете ориентироваться в теме и действительно отделять хорошее от плохого, светлое от темного, рабочее от нерабочего. И вы живете с сомнениями, это значит, что вы постоянно взвешиваете, насколько верны ваши действия, насколько верны ваши решения, насколько верен ваш выбор в той или иной ситуации. Да? И в этом смысле я понимаю, что немножко страшно из категоричности вывалиться внезапно в область полной свободы и в то же время сомнений. Свобода – это всегда сомнение, ребят, это правильно, это нормально, потому что если вы не свободны, вам и решать ничего не надо. Да? Не ошибается тот, кто ничего не делает. А в то же время, если вы действуете, и если диапазон ваших возможностей достаточно широк, что и называется свободой, то перед вами встает выбор всегда. Не только что сделать, но и как лучше это сделать, или чего не делать, и как лучше это не делать, да? И так далее. Вот такая вот история, и вы начинаете жить с сомнениями и привыкать к тому, что категоричность и уверенность, еще недавняя,
пусть даже безнадежная совершенно уверенность, сейчас сменилась вроде бы более надежными вашими действиями в боевой практике, более надежной какой-то практикой тренировочной, но в то же время большим количеством сомнений. Большим количеством вот этого вот постоянного балансирования между так или не так, правильно или неправильно, лучше или хуже и так далее. Да? И даже когда ваш учитель вам подсказывает, отвечает на все ваши вопросы, казалось бы, да, все равно вы недополучаете этой уверенности, которую хочется вернуть себе. И на этом уровне, кстати, бывают люди отдельные, которые снова впадают в крайности, возвращаются на уровень новичка. Причем технически возвращаются на уровень новичка, не только в своем сознании, но и технически, потому что та свобода, которая у вас появляется, те возможности, которые у вас появляются, сменяются опять работой над одним, двумя, тремя элементами техническими. Да? Такая история тоже возможна. И вот сами посудите, вы видите, да, что боевое искусство и путь бойца вам дает очень многое, но не навязывает это. Вы всегда можете отказаться от того даже позитива, который вы получаете, вычерпываете из своей практики боевых искусств. Вы всегда можете от этого отказаться и снова вернуться куда-то на уровень, где этого всего не было еще. Да? Одну секунду. Вася Васин пишет. Ну так школа Нитэн Ичрю – это в первую очередь кэнджутсу. Хотя ради справедливости стоит сказать, что раздел рукопашных практик там присутствует, правда его редко демонстрируют. Так. Говоря о негативной деятельности Компартии на китайские боевые искусства, мне хочется затронуть тему развития боевых искусств на Тайване. Как там обстоят дела? Также Гомэньдан, извините, не знаю, как правильно пишется. Да, давайте тогда слегка коснемся этих тем. Значит, смотрите, Тайвань это вообще особая такая история. Помимо того, что Тайвань не признан как отдельное государство большинством государств мира, да, тем не менее, это, слава богу, позволяет Тайваню жить отдельно от Компартии, значит, и при этом хорошо развиваться. И до сих пор вы, наверное, знаете, да, что собранная в Тайване, например, какая-то техника, собранная в Тайване, это, наверное, наиболее качественная техника, да. В этом смысле Тайвань, конечно, и экономически там развивался и так далее. При этом, кстати, что интересно, на Тайване до сих пор пользуются не упрощенными иероглифами, да, которые сейчас вот в материковом Китае используются, да, а вот этими традиционными иероглифами, которые куда сложнее. И, в общем, люди, которые более-менее там могут читать на китайском, на типичном китайском, приезжая в Тайвань, теряются, потому что от сложных иероглифов к простым легко перейти, да, это считывается, а вот в обратную сторону как бы достаточно сложно. Вот, и на Тайване, да, существует ряд традиционных китайских боевых искусств, они существуют так, как существовали еще до Компартии, до Академии Вушу там и так далее, и слава богу. Но это вот если кратко. Так, одну секунду, Вася Васин пишет. Просто такой вопрос возник из-за того, что я слышал, будто бы китайцы из Тайваня и китайцы из КНР отличаются по менталитету. Да, совершенно верно. Ну вот, в частности, частично вот этот вопрос я сейчас затронул. Вот, но, братцы, боевое искусство – это боевое искусство. И, конечно, его практика – это не только указание сверху. Мы, конечно, понимаем сейчас с вами, что выходцы из Академии Вушу, спортсмены по большей части, да, и постспортсмены, которым доверяют вести то или иное боевое искусство в Китае, там, например, да, ну, как бы они являются некими заменителями, получается, тех настоящих носителей боевых искусств. С другой стороны, опять, братцы, тут история немного другая. Эти люди не просто, это, знаете, не как вот боксер, который ведет секцию стакан, там, например, да. Это люди, которые тут же переобуваются, стараются так или иначе проникнуть в самые корни, в самые основы доверенного им боевого искусства. В любом случае, даже когда мы говорим о такой реставрации какого-то боевого направления, ну, например, о такой реставрации, как Шаолинь, да, или вот, кстати, я совершенно забыл, на прошлом стриме меня просили немножко коснуться Соринди Кэмпо, значит, и я забыл совершенно об этом. Давайте я вот сейчас кратко
коснусь этого вопроса. Как раз Сёренди Кэмпо это тоже такая реставрация, причем реставрация, которую я сильно уважаю, как и многие другие реставрации. Я уже говорил, что вокруг исторического вот этого места, где раньше находился Северный Шаолинь, сейчас там десятка-два, может и больше, бог его знает, различных школ, которые тоже все шаолини, как бы, да, но отличаются один от другого явно. Также и вот эта реставрация, которую мы знаем под именем Сёренди Кэмпо или Шаолиньса Транфа, значит, как прочесть, да, там на японском или на китайском, например, мы можем прочесть. Это реставрация вроде бы Шаолиня, ну такая достаточно свободная реставрация, достаточно вольная такая, да, что ли, которая посвящена не только и не столько, может быть, буквально боевой практике, сколько посвящена очень интересной идее, которая, в общем-то, витала уже так или иначе в умах людей. И Сёренди Кэмпо в этом смысле является таким своеобразным начинателем. Согласитесь, есть люди, которым нужна не только боевая практика, а больше нужно что-то такое, что объединяет между собой сначала теорию, а потом уже практику. Да? И вот Сёренди Кэмпо это такая попытка реставрировать некие мысли, некоторые, может быть, даже фантазии по поводу буддизма в первую очередь и боевых практик уже во вторую. Да? То есть это такая, это, знаете, вот, ну, не очень хорошая аналогия сейчас будет, не очень правильная, но в сущности это то, с чем выступало, например, айкидо когда-то, когда некая теория становится важной, наиболее важной основой целого, ну, там, боевого, небоевого направления, да? Вокруг которой вот уже организуется там какая-то техническая база. Да? То есть вокруг теории формируется некая техническая база. И вот Сёренди Кэмпо это такая же история, когда теория и практика, они вот прям рядом находятся. Насколько это Шаолинь бывший? Ну нет. Ну это реставрация, конечно, Шаолиня. Удачная, неудачная, больше умозрительная какая-то, больше как бы условно реставрированная, проработанная исключительно из тех информационных условий, в которых находился создатель этого направления там 70 лет назад или там 70 с небольшим лет назад. Да, это Сёренди Кэмпо у нас создается в 47-м, что ли, году, я сейчас точно не помню. Ну, в общем, в середине прошлого века, да, только создается. Вот. Вот мы касаемся немножечко этого боевого направления. Дальше я не буду развивать эту тему, хорошо? Вот, вот я к чему веду? К тому, что значит, где-то на уровне продолжающего у вас возникает вот эта вот потребность, где-то в том числе в теории, возникают какие-то сомнения, которые так или иначе вы пытаетесь решить, в том числе при помощи теории. И теория, ребят, да, действительно это работает. Да, действительно, это очень помогает на вашем пути боевых искусств, вас правильно ориентирует, иногда подсказывает буквально решения какие-то, те или иные, но иногда, конечно, создает базу для новых и новых сомнений. Такая тоже история возможна. Одну секунду. Так. Вася пишет. И мне рассказывали, что тайваньцы больше положительно относятся к японцам. Это мне рассказывали знакомые японцы. Может быть, я, к сожалению, не владею такой информацией. Ронина Яма пишет. Говорят, в Европе нет достойных практиков боевых искусств из-за уровня безопасности в обществе. И, как следствие, отсутствие интереса к утилитарным школам. Значит, братцы, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Есть ряд замечательных клубов, в которых, несмотря на высокие требования безопасности, бойцы неплохо достаточно практикуют боевое искусство. Вот вспомните Эдуарда из Германии, да, ну те, кто помнит, там ряд его видео, например, на нашем канале. Он какое-то время, достаточно продолжительно назад, появлялся на этом канале, и мы могли вместе все беседовать. Вот. Но вот посмотрите, хороший боец, хороший клуб у него. Мешает ли вот этот вот высокий уровень безопасности практиковать этим бойцам винь-чунь? Ну, нет, у меня нет такого прям ощущения. Но в то же время, да, действительно, мы легко можем даже на YouTube найти целый ряд каких-то клубов,
в которых уровень безопасности настолько высокий, что боевое искусство прекращает быть боевым и становится таким спортивным, постспортивным, следовательно, не готовит бойцов, а готовит очень странных каких-то, не знаю, спортсменами даже их не назвать, потому что это не спорт вроде бы, да. Ну да, действительно, в том числе такая ситуация возможна. Братцы, не знаю, как это комментировать. Клуб отличается от клуба. И боец отличается от бойца. Кто-то съезжает на уровень постспорта где-то, а где-то нет. Окей, Вася Васин пишет. Эх, жаль, что настоящий Шаолинь, его исходное направление не сохранилось в подлинном виде. Хотя я считал, что он не раз подвергался погромам, из-за чего какие-то практики были утрачены еще тогда. Да, совершенно верно. До официального погрома Шаолиня, да. Да, действительно, но опять вот эта вот утрата, если мы говорим о какой-то утрате боевых искусств, да, это случалось нередко, есть даже, ну, можно составить даже некий список боевых искусств, о которых мы только можем прочесть, но не знаем доподлинно, как это выглядело, как это работало и так далее. С одной стороны. С другой стороны, вот такие вещи, когда локальная какая-то школа, значит, разбивается на части, и бойцы этой школы расходятся по разным местам, это только продвигает боевые искусства на самом деле. И именно благодаря этому и оказывал Шаолинь такое относительно большое влияние, например, на другие боевые искусства. Если бы не этот факт, мы бы не знали, может быть, очень многого о Шаолине. Так же, как Вудан, например, или Эмэй, или там какие-то, вот, пожалуйста, опять локальные такие школы, как Чхачуань, о котором мы говорили там какое-то время назад, как Чотяо, как Фанзичуань, да, они бы так и остались локальными, если бы не какие-то, в том числе, может быть, не самые благоприятные какие-то ситуации, явления в общественной жизни, да. Но благодаря этому, видите, вот все-таки боевые искусства становятся более популярными, более широко представляются и так далее. То есть в этом смысле, знаете, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, такое. Так, окей. Вася Васин пишет, так говорят и про японцев. Дескать, Япония сейчас одна из самых безопасных стран, и поэтому японцы плохие бойцы. Но я не соглашусь. Я встречался со многими японскими бойцами и скажу, что уровень достойный. Ну, конечно, я тоже не могу соотнести уровень безопасности в обществе с уровнем бойцов, практикующих боевые искусства. Это разные жизни. Это, знаете, как сравнить, например, уровень, опять, безопасности в обществе и уровень архитекторов мостов, например. Ну почему мы должны, например, полагать, что архитекторы, которые строят мосты в каких-то более безопасных странах, хуже относятся к своей деятельности? Я не думаю, что это так. Скорее всего, даже лучше, правда? Вот, окей. Значит, и возвращаясь к теме опять, значит, вот мы говорим о неких сомнениях, о некоторых сложностях, которые у нас возникают, когда мы переходим некую грань, когда мы становимся бойцами уже продолжающими. Это путь сомнений, и нередко этот уровень продолжающего самый долгий на вашем пути боевых искусств. И если на уровне новичка находиться всю жизнь, ну, не то чтобы позорно, но как-то стрёмно все-таки, мне кажется, да, то на уровне продолжающего находиться всю жизнь вполне можно. В этом нет ничего плохого и предосудительного. Конечно, было бы лучше вырасти и из этого уровня, да, и стать уже продвинутым бойцом, или там двинуться к мастерскому уровню какому-то, да. Вот. Но, к сожалению, это не так работает, и это не срабатывает на уровне «вот я захотел и достиг», например, да. Вот. Это срабатывает на уровне вашего взаимодействия с окружающим миром. Вот именно на уровне продолжающего возникает вот эта граница как раз «я, не я и окружающий мир». Да? Это такая инфантильная достаточно позиция, которая, наверное, свойственна всем детям, еще не оформившимся во взрослого человека. И, как ни странно, вот этот уровень продолжающего, это вот как раз уровень такого еще не оформившегося до конца бойца, но уже, по крайней мере, не новорожденного, да? Значит, если это сравнивать
с течением жизни человека, да, вот эти вот различные уровни движения по боевым искусствам. Вот. И на этом уровне вы уже вроде бы прощаетесь со многими иллюзиями, со многими мифами. Конечно, они все равно на вас продолжают влиять. Кто-то на этом уровне продолжающего все еще верит в волшебности Нейгуна, в то, что Нейгун сделает вас бойцом, от взгляда которого сгорают целые здания и города. Вот. Но кто-то все-таки прощается с этими иллюзиями и технически начинает по-настоящему правильно развиваться, да? Не игнорирует того, что всегда с вами. Вот на этом уровне вы действительно начинаете правильно оценивать то, что всегда находится с вами. Правильно оценивать свое тело, правильно оценивать свое сознание, свой разум, свою целеустремленность, свои какие-то эмоциональные колебания и так далее. И на этом уровне, это уровень все-таки такой еще лаборатории, когда вы ставите эксперименты и над собой, и над другими в том числе. Ну, в частности, знаете, что-то хочется сразу вспомнить Star Wars, вот эту вот историю со светлой и темной стороной, да, когда Люк Скайуокера уговаривает принять темную сторону силы. Но вот, как ни странно, какие-то подобные, ну, конечно, это смешно, то, что я сейчас в качестве примера предложил, но, тем не менее, какие-то подобные колебания возникают, в том числе вот на этом уровне. Когда вы еще не знаете, как до конца хорошо владеть собой, и поэтому вы экспериментируете. Рано или поздно вы находите себя. Рано или поздно, конечно, вы обращаетесь к тому, с чего вы стартовали еще до того, как начали свой путь в боевых искусствах. Вы возвращаетесь к себе все равно. И если с самого начала вы были человеком надрывным, раздражительным и прочее, то это уже сформировало в вас определенный характер. Просто это поддается коррекции, делает это возможно сделать более социализированным и более конструктивным, а не деструктивным таким, да. Но в сущности вы обращаетесь все равно к своему характеру, вот где-то на этом уровне, вы постоянно экспериментируя с самим собой и с различными техниками и так далее, вы приходите к тому, что они у вас лучше работают именно на уровне вашего характера. И если вы до этого были достаточно мягким, добродушным человеком, это не значит, что теперь этот уровень от вас потребует какой-то агрессии, там, например, какой-то жесткости и так далее. В конечном итоге вы все равно приходите к себе. Вы в какой-то момент видите, что оставаясь добрым, порядочным и хорошим, например, и мягким человеком, вы даже лучше практикуете, собственно, боевое искусство и больших достигаете результатов, чем если вы пытаетесь в некомфортный чужой костюм влезть, да, и попробовать роль какого-то совершенно другого человека, который к вам отношения не имеет, да. То есть вот здесь, как раз на этом уровне, вы более или менее возвращаетесь к себе, и вот опять это тот самый момент, который оценивается как какая-то позитивная побочка такая, позитивный побочный результат вашего движения по пути боевых искусств. Что вы приобретаете, кроме самих боевых искусств, когда вы идете по пути боевых искусств, да? В том числе вы приобретаете более или менее правильное представление о себе, своих возможностях и о лучшем своем состоянии где-то уже на вот этих первых уровнях. На уровне продолжающего вы уже осваиваетесь с самим собой, и это очень важно. И на этом же уровне, на уровне продолжающего, многие обращаются к медитации, в том числе к каким-то дополнительным практикам, да, потому что это позволяет вам расширить еще немножечко свое сознание, расширить представление о себе, о мире, о своих возможностях, охватить своим сознанием то, что раньше было зашорено, закрыто от вас и так далее, да. Вот. И, о чудо, где-то к концу вот этого достаточно, может быть, для кого-то длительного этапа сомнений становится все меньше. Если в начале этого пути, как только вы перешагнули некую вот границу от новичка к уровню вот, значит, продолжающего,
вы оказались в таком поле множества сомнений, множество сложностей, которые предстоит решить только вам. И даже с чужой помощью эти сложности решаете все равно только вы. Да? И это некий путь даже такого одиночества, когда вы понимаете, что все зависит только от вас. И к кому бы вы ни обращались, как бы вам ни помогали, все равно работаете над всем этим только вы. Вы чувствуете, может быть, я, по крайней мере, видел бойцов, которые при этом ощущали некое даже одиночество, да, такое. И не сказать, что это одиночество сразу несет позитивный какой-то заряд. Я вот, например, очень люблю одиночество. Я считаю, что одиночество – это самое продуктивное положение человека в этом мире, в этом обществе. Но для кого-то одиночество является наказанием неким. Вот есть люди, которые в том числе депрессуют в самом начале вот этого уровня продолжающего. Но впоследствии, продвигаясь дальше, где-то к концу, вот к завершающему этапу этого уровня, вы ощущаете уже, что сомнений становится все меньше. Вы уже разбираетесь со всеми подобными сомнениями. И постепенно вы приходите к удивительному выводу, что не так много в вашей боевой практике, не так много сомнительных ситуаций, которые можно истолковать двояко и так далее. Это не значит, что вы идеальный боец. Нет, конечно. И, конечно, вы все еще исправляете свои ошибки, все еще растете как боец, все еще едва-едва, может быть, на этом уровне вы прикасаетесь к стратегии. Там, то есть тактические какие-то решения, ну, они возникают так или иначе в начале еще этого уровня продолжающего, да. То вот стратегия – это уже какая-то история такая, которая, ну, где-то, наверное, скорее всего, где-то к завершению этого этапа, да, возникает. И то, что вы раньше себе представляли в качестве стратегии как раз тактику, ну чисто тактические какие-то решения, да, теперь превращается в ваше действительно правильное понимание. Вы понимаете, что тактические решения сильно отличаются от общей стратегии, от общей канвы, которую вы заранее просто уже имеете в качестве некой сверхпрограммы того или иного, там, например, вашего спарринга, да. Вот. И к этому вы подходите через целый ряд специальных спаррингов с какими-то сильными ограничениями, когда вы, например, спаррингуете так, что вы имеете право защищаться как угодно, двигаться как угодно, но атаковать только какую-то одну область, которая известна хорошо вашему противнику. Да? Или когда вы работаете только одной рукой, например, на протяжении всего спарринга. Или когда еще там какие-то ограничения вот специальные такие существуют, которые позволяют вам лучше отточить те или иные навыки. Да? Вот. И в конечном итоге, да, оказывается, что вы растете как боец, что, в общем, вы уже справляетесь с большим количеством различных каких-то операций боевых. У вас все меньше сомнений возникает, потому что теория, которую вы начитывали, которая иногда вводила вас в ступор в какой-то, да, сейчас уже более-менее уложилась в вашем сознании, и вы понимаете более или менее опять, что есть что, о чем говорилось здесь, о чем говорилось здесь, о чем писал тот или иной автор, например, да. И вроде бы так вот все хорошо, и на этом уровне можно даже и зависнуть. Как я уже говорил, на любом уровне люди могут зависать на всю свою жизнь, всю свою практику строить на уровне там, новичка, на уровне только продолжающего, на уровне только продвинутого там, и так далее, не достигая даже мастерского уровня. И еще раз я напомню, что человек, который мастерски выполняет то или иное действие, мастерски может рассуждать о тех или иных категориях, тем не менее, его нельзя считать мастером. Еще раз, аналогия с плотником. Плотник, который прекрасно владеет долотом, еще не мастер. Это просто человек, который неплохо выполняет какую-то очень узкую часть работы плотника. Да? Вот. И конечно, мы могли бы его назвать долотистом, я не знаю, мастером долота каким-то замечательным, но это не мастер-плотник. Да? Вот. Важно это различать тоже и в нашей боевой практике. Так вот, где-то здесь, вот на этом уровне, вы очень многое уже приобрели. И многие на этом уровне успокаиваются, как было сказано выше, могут остаться на нем тоже на всю свою жизнь. Вот. Но все же есть ряд потребностей. И этот ряд потребностей либо вы
удовлетворяете в своей боевой практике, либо смиряетесь с тем, что эти потребности всегда будут неудовлетворенными. Да? Опять перед вами выбор, но выбор уже достаточно короткий и достаточно простой. И о чем я говорю, когда вот говорю о том, об этом выборе. Значит, есть целые клубы, в которых даже лидеры этих клубов, там какие-то такие наиболее, казалось бы, сильные бойцы, не решают всех задач, которые перед ними ставит прикладная практика. Они очень хороши в определенных диапазонах ситуационных. Они неплохо сражаются, но как только этот диапазон чуть-чуть смещается, оказывается, что они не справляются с этой ситуацией. И нередко такие бойцы, такие люди успокаивают себя тем, что с основным диапазоном они справляются. А какая-то ситуация маловероятная, с их точки зрения маловероятная, она, наверное, не заслуживает такого пристального внимания. И вот здесь как раз и происходит вот это вот смещение, вот это искажение техники. Да? Значит, если мы говорим о боевом искусстве, как об искусстве, которое состоит из множества прикладных разделов, то, естественно, если какой-то из этих разделов раскрыт не полностью в нас или вообще проигнорирован, мы не можем говорить с полной уверенностью, что мы занимаемся боевым искусством. Да? И есть ряд клубов, которые представляют себя как клубы боевых искусств. Но на самом деле именно вот по обозначенным сейчас причинам являются скорее самооборонными клубами на базе, пусть даже традиционного боевого искусства. И это вот как раз те клубы, которые, вот как говорят, дискредитируют боевое искусство, да, которые выдерживают наибольшую критику такую вот со стороны и так далее, когда они вроде что-то умеют, а вроде что-то и не умеют. Да. Такая вот история тоже вполне возможна. И сейчас мы говорим о клубе, но то же самое происходит и с нами, если мы продолжаем собственные тренировки, самостоятельно развиваемся как бойцы в нашем боевом искусстве. Нередко происходит такая же история. И даже быстрее, может быть, мы добираемся вот до такой странной позиции, когда либо мы должны все-таки сильно расширить свой диапазон возможностей, сильно расширить свое сознание и свои практические навыки, либо смириться с тем, что мы далеко не универсалы. Просто смириться с этим. Да? И если мы смиряемся с этим, мы остаемся на уровне продолжающего на всю жизнь. Или, по крайней мере, пока не сделаем какого-то нового шага. Да? Как раз. Либо мы начинаем работать над тем, чего мы не представляем. И именно на этом уровне вот либо мы обращаемся к чистому боевому искусству, к тому боевому искусству, в котором все между собой перевязано, связано максимально жестко. Так вот, да? Когда каждое наше действие превращается в новые действия. И когда мы решаем все ситуации боевые, какие только могут возникнуть, либо мы отказываемся от таких возможностей, работаем, например, один на один с нашими противниками, или работаем с невооруженным только противником, а с вооруженным уже, например, не можем, да, и прочее подобное. Не можем работать лежа, там, например, да, в положении, то есть, там, если упали, там, еще что-то такое, да, и прочее подобное, да. То есть чего-то мы не добираем, чего-то мы не можем. И вот либо мы смиряемся с этим, либо мы начинаем закрывать эти дыры. Если мы смиряемся с этим, мы, как ни странно, искажаем само боевое искусство. То есть там, где мы могли продолжать бой и побеждать, мы уже не можем этого делать, потому что мы игнорируем те или иные разделы, те или иные аспекты боевого искусства, и в том числе те или иные технические элементы. Таким образом, опять отдаляясь от боевой практики прикладной, а собственно, значит, отдаляясь и от боевого искусства. Да? Так, одну секунду, Васин пишет: идеал – это то, чего достичь невозможно, но это не значит, что к нему не стоит стремиться. Ну, окей. Хотя я еще раз, давайте напомню один разговор с одним из моих учеников. Как-то один из учеников моих мне задал вопрос: можно ли достичь совершенства? Ну, в боевых искусствах имеется в виду. Существует ли вообще такое совершенство? Я сказал: да, существует.
И я до сих пор уверен в этом. Дело в том, что, еще раз, вот как в прошлом стриме, надо сказать, что есть разница между безупречностью и совершенством. Те, кто смотрели как раз вот этот вот фильм «Последний самурай», если помните, там замечательно, где-то к концу фильма замечательно решается вопрос. Там главная роль замечательная, главная мужская вторая роль, я имею в виду, да, значит, перед этим персонажем все время стоит вопрос, ну, среди прочего, вопрос, какой из цветков сакуры является совершенным, да, и он всю жизнь, ну, понимаете, да, что это такая экстраполяция на всю его жизнь, на его путь в боевых искусствах в том числе, но он как бы всю жизнь ищет совершенный цветок сакуры, да, и только в момент собственной смерти он говорит, они все совершенны. То есть до этого он считал все несовершенными, недостаточно совершенными, да? Но только в момент собственной смерти понимает, что они все совершенны. Вот, братцы, что важно, в этом мире, в этой жизни, скорее всего, все-таки совершенно далеко не безупречное. И совершенство в сущности нас окружает, оно может быть не безупречным. Вот это важный момент, да, поэтому это разные вещи, и когда, вот я возвращаюсь сейчас к диалогу со своим учеником, когда он меня спросил, есть ли совершенство, я сказал, что да, и оно легко достижимо. Речь шла о том, что в определенный момент вы действительно достигаете такого уровня в боевых искусствах, и это не такой длинный путь. Если вы действительно по нему идете и хотите добраться до этой условной вершины, значит, вы добираетесь до этого совершенства, прекрасно ориентируетесь в боевом искусстве, в себе и так далее. Но это не значит, что вы стали безупречны, и что после этого вы сразу въехали в рай. И что-то так вот изменилось в вашей жизни, что вы стали подобным богам, Буддам, всем и так далее. Нет, это всего лишь означает, что вы теперь хорошо понимаете, знаете и умеете что-то в одном всего лишь аспекте этой жизни, а именно в боевом мастерстве. Больше ничего это не означает, да? Вот я об этом именно говорю. Так, одну секунду. Вася Васин пишет, вот этого я никогда не понимал насчет игнорирования каких-то разделов. Я всегда был сторонником того, что изучать нужно все то, что вам преподают. Конечно, да, но вот как раз и бывают клубы, в которых не охватывают всех разделов боевого искусства. Есть клубы, которые работают чисто на деньги, на такой, на какой-то промоушен такой вот, на какой-то спрос, что ли, да. Вот на самом деле, конечно, самый удачный подход – это когда вот на спрос откликается предложение. Вот как Сёренди Кэмпо. Существует целый ряд людей, которые бы очень хотели, чтобы в первую очередь теория некая работала уже на практике, да, а не наоборот, например, да. Есть такие люди, и Сёренди Кэмпо как раз хорошо охватывает большой достаточно объем подобного рынка, да, рынка боевых искусств. Вот. И то же самое, значит, и в других сферах мы наблюдаем. И вот есть клубы, которые, ну, намеренно, не намеренно, но не занимаются какими-то разделами боевого искусства, потому что спрос существует совершенно на другие разделы, да? И чаще всего это спрос как раз постспортивный, поэтому нередко в каких-то, казалось бы, боевых клубах мы видим вроде бы ифу или кимоно, там, например, какие-то, да, но при этом люди занимаются спортом как раз, не боевым искусством, а единоборством, да. Вот. Чисто маркетинговый такой подход, откликаются на спрос просто и все. Так, Вася Осин пишет, а этот персонаж, про которого вы говорите, это не предводитель самураев Кацумото? Да, это он. Я просто давно фильм смотрел, уже плохо помню. Да, это он, и мне очень нравится этот актер. Я не помню, как его зовут. Так, его играл еще замечательный японо-американский актер Кен Ватанабе. Ну вот, да, я, видите, забыл его имя. Спасибо большое, Вася Вася. Помню его еще по японскому фильму о дуэли Мусаси и Кодзиро. Ватанабе последнего играл.
фильм как раз про этот знаменитый бой, в котором Мусачи победил, сражаясь веслом по одной из версий. Да, совершенно верно. Вот замечательный актер, хорошо, что вы знаете даже его имя, это здорово. Я его очень люблю, этого актера. Действительно, нет плохих ролей у него, он удивительный просто актер. Да, и именно он, да, произносит вот эту вот удивительную фразу о совершенстве, да, как раз о том, что оказывается совершенство не в безупречности, да, вот это важно очень. Поэтому, когда мы становимся бойцами, уже такими более совершенными, когда мы на уровень продвинутого бойца переходим, или когда достигаем там некоего, ну, условно, там, мастерского уровня, мы хорошо понимаем, что, может быть, наше боевое искусство в какой-то мере там и совершенно, но это не значит, что мы с вами достигли какого-то удивительного прозрения. И вот в этой связи как раз я хочу, например, знаете, вот сразу вспоминается мне случай, я не буду называть имен, как обычно, я не называю имен людей, которые не присутствуют здесь, вот, но есть известный достаточно персонаж, кто-то вспомнит о ком я говорю, сразу поймет, кто-то не поймет, не имеет значения. Есть такой человек, который сыграл ряд ролей, он является каскадером, ну и вроде бы как бойцом. Он замешан, общеизвестно, что он замешан там в некоторых криминальных делах тоже, в том числе и так далее. Вот, ну, человек, который, в общем, достаточно известен. В принципе, и по фильмам, и по какой-то своей деятельности, и прочему, и в сети существует, и на телевидении существует какой-то относительно небольшой ряд каких-то интервью с ним и так далее. Так вот, в принципе, никогда я сильно не интересовался этим человеком, ну, как бы у нас и не было никаких с ним ни знакомств личных, ни еще чего-то такого и прочее. Вот. Но однажды, как ни странно, в Москве я его встретил недалеко от метро «Динамо». Ну, кто знает эту местность, например, да. Вот. И я его увидел просто идущим по улице, и, значит, как он шел там и так далее. Ребят, ну, может быть, окружающим это не сильно видно, но мне вот как бойцу, например, это хорошо видно. Это достаточно агрессивное отношение к окружающему миру. Человек уверенный в себе, уверенный в своих возможностях, так себя не ведет. Он ведет себя совершенно спокойно и даже в некоем стендбае находится, в тени в некой. Да? Вот. Человек, который ведет себя хоть немного вызывающе, реализует какие-то свои внутренние, ну, скорее всего, страхи или потребности. Да? Ну, потребность так или иначе все равно связана с тем или иным недостатком каким-то, там, со страхом, например, каким-то и так далее. То есть вот это как раз по поводу совершенства и безупречности. На пути боевого искусства у нас постепенно вымораживается полностью вот это желание быть агрессивным, вымораживается полностью это желание быть диктатором любой обстановки, любой ситуации. Да? Скорее наоборот. Мы с легкостью относимся к тому, что ситуация формируется сама вокруг нас. Да? Как вот в известной песне Гребенщикова «Человек из Кемерово», да? Или как в Дао Дэ Цзине Лао Цзы, где тоже говорится о том, что вокруг совершенно мудрого все само собой формируется, как бы, да, и люди говорят, что все произошло само собой, да, казалось бы, а на самом деле он, как человек из Кемерово, тоже придет и поправит все, да, как поет Гребенщиков, например, и так далее. То есть, конечно, в первую очередь мы придерживаемся именно такой концепции, что в сущности все способно решиться и само, и без нас. По крайней мере, негативно. Знаете, как один человек в моей жизни говорил: делай как лучше, плохо и само получится. Да? Вот то же самое. Негатив любой, он и сам сложится, и без нас. И создавать его искусственно, собственной агрессией и своим каким-то не совсем социализированным поведением, да, это значит уж совсем переходить какие-то, наверное, нормы. Да? Но, как говорится, каждому свое, каждый сам решает это для себя. Вот. Так вот, когда мы говорим о каком-то следующем опять уровне, значит, об уровне уже продвинутого бойца, это, конечно, уже другой уровень сознания и другой уровень спарринговой практики. И здесь мы снова с вами развиваемся, здесь мы снова двигаемся вперед не только на уровне техники,
Это, конечно, само собой, потому что мы занимаемся своим боевым искусством, не там, даже если бы мы занимались оригами, на этом уровне, наверное, мы бы научились делать какие-то сложные достаточно фигуры из бумаги. Вот. А продвигаясь по пути боевых искусств, конечно, с каждым своим шагом мы приобретаем новые возможности и иногда проходим через целый ряд каких-то неверных решений со своей стороны. В частности, вот хочется вспомнить одного из моих учеников, который осваивал одно боевое направление, потом взялся параллельно за другое, а потом все-таки решил, что будет пока сосредоточен исключительно на первом, чтобы второе ему не мешало. Да? Вот такая вот история. То есть у нас возникает ряд сомнений, мы можем колебаться, мы можем пытаться заниматься, ну, сидеть на двух стульях, например. Иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо для нас. И каждый из нас это решает только сам. Мы можем увлечься слишком чем-то, что нас сбрасывает, как-то уводит от этого боевого пути. Ну, в частности, вот еще раз напомню, немало людей, которые очень увлекаются Нейгуном, Нейгун, конечно, дает очень многого, но не сам по себе. Так же, как вращение ногами само по себе не является ездой на велосипеде. Да? Я надеюсь, все понимают это. Вот Нейгун тоже очень много дает, но не сам по себе, а в сочетании с другими разделами боевого искусства. Есть люди, которые так увлекаются Нейгун, что полностью преобразуют свои возможности в уже совсем не боевые, а такие постбоевые какие-то. Да? Вот. То есть вот на этом уровне, на уровне продолжающего, вы как раз продолжаете еще эксперименты с собой. Этих экспериментов уже не так много. Может быть, они не идут так, не проходят так жестко и не являются такими фатальными для вас, но все равно вполне могут оказаться фатальными, все равно могут вполне сбросить вас с этих высот, которых вы уже достигаете. Да? Так, да. И здесь снова в этих колебаниях, в этих ситуациях. Вот помните, я рассказывал тоже про одного бойца, который очень хороший был боец, практиковал, несмотря на то, что ему природа дала не так много, он был небольшого роста и такой явно циклоид, если так говорить о какой-то телесной конституции. Вот. Но в какой-то момент, идя вперед по боевым искусствам, по пути боевых искусств, он, значит, начинает больше работать ногами, а потом полностью переходит в работу одной ногой. Все остальное является просто подручными средствами, вспомогательными, да, и он больше работает одной ногой, например. Да. Это его личное решение. Он посчитал, что ну вот так вот он решил поэкспериментировать над своими боевыми практиками и над самим собой. Насколько это было удачное решение или неудачное, не мне судить. И, ребят, вы тоже не судите. Может быть, для нас с вами это неудачное решение, может быть, для этого бойца это было удачно, Бог его знает. Но просто я говорю о том, что на уровне продолжающего такие вот варианты тоже вполне возможны. Когда вы не видите перспектив перед собой, когда вам кажется, что вам некуда двигаться дальше, и вы видите это продвижение в том, что вы начинаете лишать себя каких-то решений, лишать себя какого-то оружия, лишать себя каких-то возможностей для того, чтобы, как вам кажется, быть более изощренным в этом узком диапазоне каких-то вот зауженных этих возможностей. Да? Такая вот история тоже вполне возможна. И опять не буду судить о том, насколько удачным является такое решение. Скорее всего, как мне кажется, опять я могу ошибаться, но мне кажется, что это говорит просто о том, что такой боец не видит дальнейшего своего движения, не видит дальнейшей перспективы, поэтому логично решает эту ситуацию таким образом. Потому что двигаться вперед надо, расти надо, и он уходит не в рост, а в глубину, да, что ли, или там в ширину в какую-то, Бог его знает. Вот. Но, как правило, на уровне продолжающего вы лучше и лучше ориентируетесь, пелена спадает вовсе с ваших глаз, вы уже не совсем, не так, как раньше, на ощупь или условно на ощупь в каком-то мраке двигаетесь, вы уже хорошо понимаете, что и как, но, может быть, не видите далеко
перспективу. Может быть, вы не можете заглянуть за линию горизонта, но и то, что открывается вашему взору, обычно предоставляет вам большие, широкие возможности. Но по каким-то причинам вы сами не видите этих возможностей. Сейчас, одну секунду, Вася пишет, вьетнамцы также мыслят, и поэтому в их направлении уделяется огромное внимание ударам ногами. Окей. Вот. Может быть, вы просто игнорируете какие-то аспекты, которые вам уже открыты. И я хорошо понимаю, если вы тренируетесь самостоятельно или в очень узком кругу, не в каком-то боевом клубе, у вас нет учителя, а учителем для себя вы являетесь сами, там, например, и так далее. Вот. Вполне может так получиться, что каких-то перспектив, какого-то движения вперед вы не ощущаете, вы не видите, вы не знаете, как сделать следующий шаг, а этот шаг нужен. Но, братцы, я еще раз хочу отметить, что искусственность на пути боевых искусств, принуждение себя на пути боевых искусств не всегда, согласитесь, играет с вами, не всегда вас ведет именно по пути боевого искусства, не всегда дает ожидаемый результат. Вообще принуждение любое и в обществе, и когда вы сами себя принуждаете, не всегда работает на вас. Чаще всего где-то подсознательно вы знаете, что может быть не этот шаг вам нужен. И когда вы себя принуждаете к чему-то, когда вы искусственно пытаетесь себя втиснуть в какие-то рамки, в которых вам тесно, и именно поэтому вы не очень хотите делать что-то, а вынуждаете себя это делать, да? Может быть, это говорит как раз о том, что вы уходите немножечко от этого пути, от пути боевого искусства. В конечном итоге я хочу заметить, что путь бойца, путь боевого искусства – это путь обретения все новой и новой свободы. И если вы идете уверенно и четко, прямо по пути боевого искусства, вы постоянно приобретаете эту свободу, а не теряете ее. Да? Вот об этом надо помнить. И когда вы не знаете, какой шаг надо сделать дальше, вы должны смотреть не в узкие рамки, не загонять себя в темный угол какой-то, а скорее, наверное, искать этой свободы. Скорее, наверное, обращаться в ту сторону, где этой свободы больше, где этих возможностей больше, да, и оттуда считывать вот эту вот необходимую вам информацию для дальнейшего движения вперед. Я, конечно, сейчас говорю очень в общем, и люди, которые тренируются сами, и сами себе учителя, наверное, им сложно понять, о чем конкретно я сейчас говорю. Ну, может быть, я сейчас вспомню какие-то примеры, одну секундочку. Вася пишет, хотя сразу скажу, ничего против вьетнамцев и их боевых искусств не имею. Я ко всем национальностям и ко всем видам боевых искусств хорошо отношусь. Я тоже, конечно. У меня приятель жил недалеко от вьетнамского общежития одного, и они регулярно ходили драться с вьетнамцами. Что это была за идея, я до сих пор не понимаю. Но что-то было такое. В общем, на протяжении достаточно длительного времени они ходили туда драться. Вьетнамцы замечательно, как раз, да, очень много работали ногами, замечательно отбивались. В общем, это были сложные достаточно такие побоища. Вот. Ну, окей. И, значит, когда мы говорим о дальнейшем выборе, когда мы говорим о контрпродвижении в области боевых искусств, значит, в первую очередь надо помнить, ребят, вот это как в качестве небольшого примера уже для продвинутых бойцов, надо помнить о том, что когда вам кажется, вот опять, когда вам кажется, что нужно проработать тот или иной аспект отдельный, прорабатывайте. Конечно, прорабатывайте. Потому что если вам так кажется, вам этого хочется, вы чувствуете такую необходимость, потребность такую, вы должны удовлетворить эту потребность. Это понятно. Но когда вам кажется, что боевое искусство – это когда, как на рынке, знаете, вот вы пришли на рынок, много-много разных продуктов, да, а вам надо купить всего лишь там 3 продукта. Вот когда вам кажется, что боевое искусство – это именно такой рынок, где много чего, а вы приходите всего за 2-3 вещами, это значит, что вы опять откатываетесь назад. Из уровня продолжающего вы вполне можете провалиться на уровень предыдущий там, и вообще чуть ли не на уровень новичка там, и так далее. Вот об этом важно тоже помнить, потому что на этом уровне опять возникает вот эта потребность
оттачивать что-то, возникает иллюзия того, что вы совершаете какие-то ошибки, можете, вернее, совершить, не совершать, а можете совершить какие-то ошибки, потому что не слишком совершенны в тех или иных элементарных действиях, например, да. Вот, братцы, это не так, это иллюзия опять. Это, знаете, как какие-то ретроспективные боли такие. Вы знаете, как вот рассказывали о том, что вот если на фронте, например, у человека отрезали там руку или ногу, да, значит, все равно этот человек всю свою жизнь периодически чувствовал боль в отрезанной руке или ноге, например, да. Руки и ноги нет, а боль и ощущение это остается, да. Вот то же самое у нас происходит на уровне продолжающего, когда ретроспективно в качестве этой вот какой-то боли вы ощущаете то, через что вы уже давно проходили. На уровне новичка вы через это проходили, и снова у вас возникает вот это вот стремление как-то повторить то, с чем вы уже давно справились, и все равно это вот как-то всплывает в вашей памяти, в вашей вот уже органике какой-то, в вашем теле даже такая потребность возникает. Вы можете этим заняться, почему нет? Часть тренировки вы можете уделить тому, чтобы сделать совершение одно единственное техническое какое-то действие, например, или что-то подобное поделать, да? Но в конечном итоге не это определит вас как бойца и как мастера уже. В конечном итоге, конечно, вас определит не качество выполнения элементарного действия, а сочетание многих действий, выполненное вовремя и уместно. То есть то, что мы называем уже тактикой и стратегией, да, в конечном итоге. То есть вот такая вот будет история. Ваша комбинаторика, вот в данном случае под комбинаторикой я подразумеваю как раз сочетание целого ряда технических действий, связанных между собой стратегией и тактическим решением сиюминутным, да. Вот такая комбинаторика, вот она важной становится. И именно на этом уровне, на уровне продолжающего, вы, скорее всего, много работаете в бою с тенью. Сейчас, одну секунду. Так, Васин пишет, а по поводу адаптированных техник скажу так. Да, есть такая практика, когда технику подстраивают под конкретного бойца. Пример, знаменитый ученик Сукаку Такеды, Коду Харикава, который был небольшой комплекции по японским меркам. Как итог, он акцентировал свое внимание на мягких техниках айки, противовес Такуми Хиса, который предпочитал жесткие ломающие техники. Да, окей. Все это может быть, это здорово, когда человек под свою конституцию телесную и под свое сознание какое-то, под свое восприятие этого мира, под свое взаимодействие с этим миром затачивает свое боевое искусство. Это правильно. В конечном итоге, братцы, конечно, вы будете действовать не так, как ваш учитель. Он действует замечательно и совершенно, потому что это характерно для его конкретных свойств его восприятия, его конкретно тела, там, двигательных программ ему свойственных и так далее. Вы будете действовать все равно немного по-другому, скорее всего, правда? И в этом смысле боевое искусство в вас меняется, но не становится другим каким-то, не перестает быть боевым искусством, да, еще раз. Вот это важно. Вот. Но когда искусственно вы загоняете сами себя в какие-то рамки, сами себя вынуждаете делать что-то, что ломает вас как бойца, ломает вас как человека, который шел по пути боевого искусства, а теперь вынужден как-то с него спрыгнуть, да, и все равно вам кажется, что это будет путь боевых искусств, просто какой-то другой, да, но нет, не будет, ребят, к сожалению, это вот не так работает. Дорога в данном случае одна, и если кажется, что дорог таких много, ну, их много, но, знаете, вот как вот говорят, значит, дорог к вершине много, да, а вершина-то в боевых искусствах одна. Вот вспомните, я говорил, что нет. Вершин много. Вершин много. В каждом боевом искусстве своя вершина. Не надо думать, что мастера разных боевых искусств делают одно и то же. Нет. В этом смысле это разные вершины. И на эту вершину каждого такого боевого искусства, может быть, действительно ведет не одна дорога, а может быть одна. Но таких дорог явно не миллион.
И вот когда мы говорим о пути боевых искусств, мы говорим о том, что если вы сойдете с пути своего боевого искусства, и вам покажется, что вы все равно идете по пути боевого искусства, да, то, скорее всего, это иллюзия. Скорее всего, надо двигаться все-таки по собственному пути. Я знал бойца, который осваивал инжао чуань, ну, фанзи инжао фанзи, вернее, да, вот, который замечательно работал в этом боевом направлении, а потом в какой-то момент его клянануло слегка, и он решил заняться другим боевым направлением. Я сейчас уже не помню даже чем конкретно, не помню, ребят, давно было. Вот. И, знаете, это вот как раз как сидеть на двух стульях. Как-то и инжао фанзи у него как-то ушло, да, из вот его двигательных программ. Хороший был боец. И нового ничего не приобрел человек, да. Вот такая история. Но это не говорит о том, что не стоит заниматься двумя или тремя даже боевыми искусствами параллельно. В этом нет ничего плохого. Если бы упомянутый мной боец не оставил практику инжао фанзи и при этом осваивал еще одно боевое направление, может быть, все-таки это было бы куда более плодотворно, чем просто отказываться от всего и оказаться ни с чем в итоге. Да? Вот такая вот история. Это вот опять все вот это, все, о чем я сейчас говорил, тоже формирует в вас определенные представления об этом мире, о его законах, о правилах этой игры, если хотите. Да? Вот. В это же время, значит, наверное, на уровне уже продвинутого бойца вы больше и больше задумываетесь о, например, своем месте в жизни. Ну, почему? Ну, потому что у вас возникают уже возможности преподавать боевое искусство. Другое дело, что, может быть, вы не хотите этого. Кстати, преподаванием боевых искусств занимаются и на уровне новичка нередко, да, и на уровне продолжающего просто, да. Вот. Тем более на уровне продвинутого уж совсем, как говорится, никакая не проблема. Это уже практически мастерский уровень, уже достаточно близкий к этому. Вот. И у вас не только возникает эта потребность, потому что там на уровне новичка понятно, что такая потребность может возникнуть только из ЧСВ, из какого-то вырасти, да? Вот. А на уровне уже достаточно высоком каком-то такая потребность может возникнуть, просто потому, что вы хотите делиться этим. Может быть, потому что у вас появилось свободное время, и свободное время вы привыкли отдавать исключительно боевым практикам. Может быть, еще по каким-то причинам, неважно. Важно, что на этом уровне, на уровне уже продвинутого бойца, вы вполне естественно можете преподавать боевое искусство с полной самоотдачей и сознанием дела. Конечно, не каждый из нас далеко имеет таланты учителя или педагога, если вы там детям, например, преподаете. Да? Далеко не каждый из нас. И я это хорошо вижу. Вот вы знаете, например, бойца Винчунь в Украине, Богдана, чьи видео периодически выкладываются на этом канале. И скоро я еще выложу много видео, которые он мне прислал, замечательных видео. Вы увидите, как там дети быстро осваиваются у него в клубе. Много чего увидите. Попозже обязательно выложу. Так вот, вот у него есть талант. Он одинаково хорошо работает и со взрослыми, и с подростками, и с детьми. Это, ребят, талант. Далеко не каждый боец. Я вот, например, я уже говорил, я не очень люблю работать с детьми, я далеко не педагог. Вот, и у меня такого таланта, например, нет. Вот. Но вот где-то на этом уровне, на уровне продолжающего, вы уже можете действительно преподавать боевое искусство в худшей или лучшей манере какой-то. У кого-то, еще раз, есть такие способности хорошо преподавать, у кого-то нет. Вот мой учитель, например, был далеко не педагогом, далеко не, так сказать, несмотря на то, что он был хорошим носителем боевого искусства, но он не был далеко идеальным учителем. Да, я уже рассказывал, почему и как, сейчас не буду повторять. Вот. И в этом смысле, да, поначалу мне, а потом и другим людям, которые подтянулись в этот клуб, было сложно сначала осваивать это боевое искусство, учитывая такую манеру преподавания, достаточно такую жесткую и крутоватую, с одной стороны. С другой стороны, со временем и к этому привыкаешь. И это становится нормой. И, в общем, как бы можно освоить боевое искусство или преподавать тоже боевое искусство в любой манере. Плохой или хороший, но можно вполне. И мы знаем в истории боевых искусств мастеров боевого искусства, которые вообще не имели учеников. Или имели там одного-двоих всего учеников, и все на этом. Да? Значит, бывали такие ситуации, когда это обучение было настолько узким, не потому что кто-то что-то скрывал. Как правило, не в этом дело.
Потому что нет желания преподавать это широко. Нет таких внутренних потребностей. Знаете, как у Лао-цзы тоже, когда он пишет о «Д», да, он пишет, значит, у кого хватает «Д» на себя, тот занимается собой. У кого хватает на семью, тот занимается, значит, семьей. У кого хватает на уезд, тот занимается уездом. У кого хватает на всю страну, тот занимается страной. Да? Люди с разными талантами и возможностями рождаются в этом мире. Не обязательно человек, который может влиять на массы, не обязательно этот человек является бойцом. И наоборот, хороший боец совершенно не обязательно является хорошим учителем тоже. Да? Это разные вещи совсем, не надо их смешивать между собой. И даже если вы попытаетесь просто в своем учительстве, в своем преподавании подражать своему учителю, да, поверьте, это не так работает. По крайней мере, в области боевых искусств. Вот, не всегда вы будете настолько эффективны, как учитель, даже просто подражая кому-то. Вот. И на этом уровне, да, действительно, вы можете вполне заниматься таким преподаванием. Нужно вам лично это или не нужно. Я уже говорил, что далеко не всем это нужно преподавание. Кто-то пытается таким образом зарабатывать, но это, мы знаем, да, далеко не лучший способ зарабатывания каких-то денег. Кто-то имеет просто такую потребность, исходя из своего ЧСВ, ну это бог с ним. И, наконец, есть люди, которые, в принципе, не имеют такой потребности, но имеют, например, потребность в другом. В том, чтобы иметь постоянную боевую практику, спарринговую практику. А для этого нередко лучше, гораздо эффективнее выращивать бойцов, настолько эффективных, насколько вы себе это представляете, насколько вы являетесь потребителем такой спарринговой практики с такого качества бойцами. Да? И вот тут, вот, конечно, да, есть такие редкие клубы, я не побоюсь этого слова, это редкие клубы, в которых выращивают конкурентов в себе, в том числе, для того, чтобы постоянно расти в боевом искусстве. Да? И вот такие клубы, это наиболее, мне кажется, вызывающие уважение клубы. Это клубы, в которых все стараются выращивать конкурентов для того, чтобы самому расти, в том числе в боевом искусстве. Это, знаете, как любой хороший шахматист скажет, что для того, чтобы освоить шахматы, надо играть с противником, который превосходит вас. Да? В противном случае вы не продвигаетесь вперед. Вот в боевых искусствах такая же история. Вы должны всегда спарринговаться с теми, кто вот на хорошем уровне находится, а не с теми, кто только начал и с которыми легко достаточно работать, там проблемы никакой нет. Да? Так. Вася Васин пишет: люблю боевое искусство, но, честно говоря, не вижу себя в роли учителя. Да и не стремлюсь я к этому. Мне кажется, что не мое это. Да, совершенно верно. Вот как я уже говорил, у меня тоже практика что-то 30, не помню уже, 30, может быть, 6-7 лет, я уже не помню. Практика у меня тоже достаточно большая. И из этих 30 слишком лет, там почти, наверное, 40 уже лет, сейчас не хочу считать, вот, из них я занимался преподаванием, дай бог, лет 10, может быть. Но если все сложить, все мои 3 клуба, которые у меня были, может быть, максимум там лет 10 наберется. Вот. То есть я тоже себя не вижу учителем постоянно. Я не вижу, у меня нет такой потребности постоянно преподавать боевое искусство. Я с удовольствием этим делюсь со всеми, кто обращается ко мне, ну, например, на этом канале, кто мне пишет. Я сразу вижу там заинтересованность или небольшую заинтересованность этого человека, да. Вот, сразу видно, чем он мотивирован там, и так далее, и так далее. Вот с кем-то я взаимодействую на нашем канале, например, да, и всегда готов поделиться информацией, какими-то возможностями там, и что, чем угодно. Но в сущности у меня такой потребности нет. Я не ищу себе учеников, да, такая вот история, например. Вот. И если уж продолжать эту тему, значит, в итоге вот этот вот уровень уже продвинутого бойца, это очень высокий уровень по-настоящему. Это люди, которые уже прекрасно ориентируются в боевом искусстве, прекрасно понимают, что и сколько весит в жизни, отлично знают, кстати, закон страны, в которой проживают. Если новичок, например, не очень хорошо ориентируется в этом законе и может иногда весело присесть за свою неаккуратность где-то на улице, да, то вот продвинутый такой боец, скорее всего, не присядет,
потому что он знает, что и сколько весит, и как обходиться в таких или иных ситуациях, чтобы потом по закону не отвечать, там, ну и прочее, прочее подобное, да. Так, Вася Васин пишет. Ну, я скажу так, может, вы и не видите себя в роли учителя, но объясняете вы хорошо, мне многие вещи становятся понятны. Спасибо большое, Вася Вася, спасибо. Но кому-то все равно и это непонятным становится. Это, наверное, говорит о том, что я несовершенный учитель далеко, да. Ну, окей. Вот. И как раз уровень мастерства – это уже как раз не граница, которую вы в какой-то момент пересекаете. Вот мы уже с вами говорили как-то об всех этих уровнях. Вот. Это не какая-то граница, которую вы пересекаете. И это не те люди, которых вы объединили, например, в своем клубе, и которые вас уже считают априори безусловным лидером этого клуба, и поэтому уже вы носите звание там мастера, например, какого-то. Ну, может быть, вы мастер объединения в один локальный маленький клуб, там, где местечковый, но далеко, может быть, не мастер в боевых искусствах, да. Вот мастером боевых искусств, как я уже говорил в прошлом стриме, вы становитесь каждый раз, когда вы это подтверждаете в своем спарринге, в своей боевой работе какой-то, да. Ну вот только так. И в этом смысле вот еще раз нет этой границы явной и такой визуально определяемой, когда вы становитесь мастером. Нет, это то, что с вами всегда, когда вы достаточно эффективны в бою уже, да. И причем не только эффективность с точки зрения боевой, но и с точки зрения уже постбоевой. То есть, когда, вот я уже говорил, когда вы не садитесь за то, что себя неаккуратно повели где-то в боевой ситуации, например, да, ну и так далее. То есть, здесь вот уже очень много всяких аспектов, значит, смешивается в вашем представлении о бое и о ваших возможностях. Вы хорошо понимаете, когда и что можно делать, и когда и чего нельзя делать. И в частности, у нас есть ряд стран там, на постсоветском пространстве, которые фактически купируют реальную возможность проявить себя в боевой ситуации не когда вы агрессор, а когда вы, казалось бы, жертва, и вас все равно посадят за то, что на вас напали, а вы, значит, совершили какое-то якобы злодеяние с точки зрения закона, хотя вы просто сохраняли свое здоровье, честь и, возможно, жизнь, или не свое, там, например, чье-то, да. Вот. А в этом смысле, конечно, я поддерживаю те законодательства и те страны, которые открывают такие возможности, которые говорят о том, что очень странно на самом деле, если вас убьют, потом ловить вашего убийцу. Очень странно, если вас там унижают или как-то наносят вам физический ущерб какой-то на улице, только после этого реагировать на этот ущерб и искать злоумышленников. Это очень странно, это совершенно непостижимо, это никак не соотносится с реалиями нашей жизни и загоняет людей, в общем-то, в какие-то рамки явно противозаконные, к сожалению. Да? Окей. Так, Вася Васин пишет. О, да, помню, когда-то давно сам вляпался в неприятности из-за того, что когда я был начинающим бойцом, начал изучение карате, я навстречал одного наглецу, а потом пришел дядя в погонах. Благо история хорошо закончилась, и я был как раз обороняющимся. Да, Вася Васин, у меня, к сожалению, было несколько таких ситуаций, и по одной из них я как раз чуть не попал, очень серьезно. После чего я сделал уж совсем такие выводы, что, например, в границах России иногда лучше вообще не влезать в какие-то ситуации. Да? Вот. Но, значит, в принципе, у меня вот тоже были такие ситуации не очень хорошие и не адекватные реальным ситуациям, которые бы здесь, вот в Болгарии, например, несколько другое законодательство, чем в России по поводу самообороны. И здесь я могу реализовать себя совершенно нормально, если, не дай бог, какая-то будет ситуация здесь не очень удачная, и я не буду сам агрессором, а буду как бы жертвой выбранной, да, меня не посадят за то, что я себя проявил даже достаточно жестко по отношению к этим, значит, каким-то там противникам, да. А вот в России я сразу сяду за это, да, к сожалению. Вот такой вот закон, так вот любят лишать возможности любых людей, которые не поднялись достаточно высоко во власти, например, да. Это вот говорит о тоталитарном обществе или более демократическом обществе, например, да. Окей. Вот, значит, теперь по поводу позитивного подкрепления.
Значит, я хотел еще в самом начале этого стрима, я сказал о том, что, наверное, стоит немножечко поговорить и об этом аспекте тоже, о том, что очень важно порой, не надо этим увлекаться, но порой очень важно все-таки вычерпывать еще и позитивный аспект из своей боевой какой-то деятельности, своей боевой практики. Нет, понятно, что мы и так его получаем, когда вы в спарринге достаточно хорошо работаете, это и так понятно. Вот. Но все равно, несмотря на то, что вы можете быть далеко не совершенны, не безупречны в спарринге, все равно может быть какое-то позитивное подкрепление. Может быть какое-то разочарование в себе, даже если вы победителем являетесь в сотне спаррингах из 100, все равно может быть разочарование в себе. Вы видите, насколько не совсем эффективно, не совсем правильно, не совсем там оптимально, например, вы действовали. Это дает вам возможность двигаться еще дальше, да, немножечко совершенствоваться в боевом искусстве и так далее. Это все понятно. Вот. Но все же бывают такие моменты, когда так или иначе вот это вот позитивное подкрепление необходимым является. Не только когда мы болеем ковидом, например, на своих тренировках, не депрессуем, а все-таки пытаемся вычерпывать что-то позитивное из своих тренировок, пусть даже вам трудно двигаться. Вот. Ну и бывают ситуации, как уже говорилось вот на прошлом стриме, когда вы не знаете, как продвинуться вперед, когда вы не понимаете, что хорошего в вашей тренировке, когда вы настолько недовольны собой, что даже руки, бывает, опускаются, да, у кого-то. Я видел таких бойцов, которые в какой-то момент буквально сдавались. Хорошие бойцы, вот еще вчера там, или неделю назад, ты знал его как прекрасного бойца, который отлично сражался, а сегодня он говорит тебе, что он вообще, наверное, бросит боевое искусство. Вот. Это очень жалкая ситуация, ну, в смысле, очень жалко этого бойца. Хочется всегда его поддержать и сделать сразу, вот первое рефлекторное желание, оно правильное в этом случае, это сосредоточить его внимание, фокусировать его на его позитивных каких-то боевых таких вот возможностях, да, этого бойца. Когда ты говоришь, да нет, ну посмотри, вот это у тебя прям прекрасно, ты в бою прекрасен, ты там еще что-то такое, все замечательно, вот, значит, вот бойцу этого позитива не хватает, этого позитивного подкрепления, но вместе с тем я хорошо понимаю, что если он сам не может обеспечить себе такое позитивное подкрепление, если вы впрыскиваете эти эндорфины, как бы впрыскиваете искусственные со стороны, значит, в этого бойца, это значит, что все равно его путь в боевых искусствах уже вот заканчивается. Потому что либо он должен постоянно на вашей капельнице сидеть, да, получается так, значит, на вашей поддержке какой-то, а вас не хватит на него все равно. Либо он должен сам научиться это позитивное подкрепление получать. Вот здесь вот важно, ребят, тоже научиться правильно оценивать свои возможности боевые, свою боевую практику. Правильно не только с точки зрения технически правильных каких-то действий, не только с точки зрения вашей эффективности в спарринге. Как видите из приведенного примера, даже эффективность в спарринге иногда не дает такого позитивного подкрепления, и люди все равно сходят с этой дистанции. Сейчас, одну секунду. Ронин Уяма пишет, правило публичной исповеди гласит не рассказывать об исповеди. Окей. Михаил пишет, день добрый, и вам доброго дня тоже. Так вот, значит, в этом смысле умение правильно смотреть на производимые вами действия, это такой тоже по-своему развиваемый талант. И правильно оценивать свои действия не только с технической точки зрения необходимо, но и с точки зрения того, что вам именно нужно в этот момент. Каков должен быть ваш вот этот вот шаг, которого вы ожидаете от себя в дальнейшем на вашем пути боевого искусства. Ребят, еще раз напомню, сидеть на обочине – это не значит быть на пути боевого искусства. Идти по пути боевого искусства – это означает продвигаться вперед, постоянно продвигаться вперед, да? Это важный очень момент. И даже когда, как я уже говорил несколько раньше, даже когда вы достигаете какого-то очень уж высокого мастерского уровня, это не означает, что вы дальше сели и расслабились. Ребят, я еще раз напомню, что вот это вот, знаете, как один мой приятель сказал, знать кунг-фу. Знать кунг-фу нельзя. Боевое искусство можно только уметь. Да? И для того, чтобы уметь, нужно постоянно практиковать и постоянно продвигаться вперед в этом.
Даже на мастерском уровне вы не можете знать кунг-фу. Вы можете практиковать его и делать его еще более эффективным и оптимальным для вас лично. Вот это вот важный момент. Нельзя, не надо думать, что это бесконечный процесс. Как я уже говорил, совершенство достижимо. Совершенство достижимо. Безупречности вы не достигнете, но вы будете прекрасны в своей небезупречности. Так же, как вот в приведенном выше примере, когда речь шла о совершенном цветке сакуры, там в фильме «Последний самурай», да? Вот, значит, такая же вот тут история, и очень важно найти этот баланс недовольства собой и представления о своих невозможностях сейчас, и представление о том, как эти невозможности форсируются, как они преодолеваются. Вот это вот представление, оно является важным. И по мере форсирования, по мере вот этого преодоления получать вот это позитивное подкрепление. Да? То есть на самом деле даже собственное недовольство собой, недовольство своими техниками, недовольство своим поведением в бою вы можете превратить в какой-то позитив, в какое-то положительное явно движение по пути боевого искусства. Это тоже очень важно, ребят, и это хороший навык, который впоследствии вам помогает во всей вашей жизни. Вы начинаете понимать, что там какие-то негативные явления, даже социального характера, там какие-то негативные явления, на самом деле становятся, как это сказать, неким подкрепляющим фактором для вас. Не в том смысле, что нас того, а мы крепчаем. Или там то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я сильно сомневаюсь в этих во всех фразах. Вот. А в том смысле, что, знаете, вот недавно у меня была беседа с одной женщиной, знакомой здесь, которая говорит о том, что ну, какие-то сплетни, например, там они ходят, они значит, донеслись до нее, там, как, знаете, как в испорченном телефоне в этой игре, до нее донеслись какие-то сведения о ней самой, которые представляются как некие сплетни, порочащие ее честное имя. Вот. А я сказал, да слушай, это хорошо, это очень хорошо, потому что ты же не являешься такой, как представлено в этой сплетне. Это означает, что распространяя такую сплетню, сплетник сам демонстрирует себя человеком ненадежным и не вызывающим к себе уважения и внимания. Вот, этого было достаточно. Да, действительно, вот это вот, казалось бы, негативное взаимодействие социальное, да, оно превратилось в позитивное социальное взаимодействие. Вот то же самое у нас в боевых практиках и во всей нашей жизни. Есть ряд негативных факторов, с которыми мы сталкиваемся, и которые мы готовы мужественно преодолевать, но иногда их преодолевать не надо. И наша боевая практика нам показывает, нам демонстрирует, что если мы каким-то образом тоже спроецируем свою вот эту боевую практику, свои достижения в боевой практике на реальную нашу жизнь, на наше социальное взаимодействие, то тоже может оказаться, что какие-то, казалось бы, негативные аспекты превращаются в позитивные в одну секунду. Не потому, что мы изменили сильно свое сознание, не потому, что там, знаете, если мы там судьба дала нам лимон, мы сделали из него лимонад, а совсем по-другому, потому что мы уже знаем, что наши отношения с миром и с самим собой строятся не по принципу белого и черного, не на принципах плохо или хорошо, а мы хорошо понимаем, что иногда плохо превращается в хорошо, и мы способны это сами превратить в это хорошо. Да? Например, вот по сути весь наш путь в боевых искусствах – это вот превращение не слишком хорошего во что-то более хорошее. Да? И сами мы постепенно превращаемся во что-то более хорошее. Я просто, знаете, опять в данном случае как раз вот не зазорно привести себя в пример. Я в детстве был довольно отмороженным. Я плохо учился первые 3 года в школе, например. 2 – это нормальная была оценка для меня. Я не хотел учиться. Я не видел в этом никакого практического смысла. И пребывание в школе было подобно отбыванию срока просто где-то. Да, там. И я вот думал, что, трындец, еще 10 лет у меня срок, но когда-нибудь я выйду. Да? Вот. И только в 4 классе это изменилось. И, там неважно, почему я это уже рассказывал, неважно.
Вот. Но сначала вот я был совершенно отмороженным, мы лазили по подвалам, по каким-то, по помойкам даже, свалкам каким-то, по крышам, мы там что-то разрушали постоянно, там вот дети такие вот мы были очень странные, мы постоянно рисковали своей жизнью, например, там ходили на высоте, на довольно высокой, по узкому козырьку какому-то, это было так круто. Я, например, помню, как я, не помню с какого этажа с 5-го или 6-го, по балконам спускался на первый этаж, например, да, когда там особо не за что было ухватиться, и тем не менее, вот такой, ну, то есть, если бы я сейчас родился, я был бы, наверное, пошел бы в паркур, да, скорее всего, потому что у меня были такие задатки. Вот я был полностью отмороженный такой вот. Но, видите, вот боевые искусства постепенно даже вот эти вот моменты выровняли. Я сейчас едва ли буду делать то, что когда-то мне казалось и противозаконного, чего-то я не буду делать и так далее. Не потому, что я просто держусь норм закона, например, да, а потому что боевые искусства постепенно выровняли во мне вот это вот, и не только во мне, во многих бойцах, которых я знаю, выровняли вот эти недостатки, вот нивелировали, да, вот это вот не очень правильное представление о взаимодействии я не я и окружающая действительность, я и окружающая, как это, такая негативная, конкурентная среда какая-то, допустим, да. То есть в какой-то момент вы понимаете, что взаимодействие с окружением, с миром достигает вот той самой нормы гармонии, так или иначе, нормы гармонии через ваши боевые искусства, да, через вот это взаимодействие. То есть раньше вам было сложно что-то делать, теперь оказывается, что это несложно, да, и постепенно вот выравнивается ваше взаимодействие с миром таким образом, что вы легко реагируете на запросы мира, а мир, ну, получается, через ваши действия довольно неплохо реагирует на ваши запросы, да, и вот таким образом меняется ваша психика, меняется ваша жизнь в том числе, она как-то вот выравнивается, иногда приходит в совершенно удивительные какие-то, приводит вас в совершенно удивительные состояния. Вот помните, я рассказывал, например, на прошлом стриме, я знал бойцов, у которых, например, семья распадалась в какой-то момент, да, и причина этого была в том числе боевая практика, например, ну и так далее. То есть бывают разные моменты, бывает, когда что-то разбивается и ломается, но на этом месте вырастает что-то новое, а бывает так, что что-то хорошее еще пышнее разрастается в вас и в вашей жизни, да. И в этом смысле, конечно, вот это движение по пути боевых искусств вам очень многое дает. Вам приходится развиваться многомерно. Не только тело вы свое развиваете, развивается ваша центральная нервная система, ваше сознание. Вы много достаточно вынуждены порой читать, что-то искать, вы учитесь учиться и так далее, да? То есть в этом смысле вот образ жизни бойца – это образ постоянно идущего вперед человека, человек, который не останавливается. И даже иногда вы сами себя порицаете за то, что вы останавливаетесь где-то, порицаете себя за то, что вы до сих пор не превращаетесь в это абсолютное стремление такое, да, а остаетесь на уровне какого-то тяжелого тела, например, да, вот это вот все. И тем не менее, вот да, боевые искусства обладают таким свойством менять вашу жизнь, менять все ваше представление и о себе, и о мире, и так далее. И мне кажется, что путь боевых искусств как образ жизни – это такой же путь, как путь совершенствования в других сферах. Я уже вот как раз в книгах и иногда в стримах, в книгах, которые есть на нашем канале, значит, порой я обращаюсь к тому, что фактически мы занимаемся, ну, например, тем же, чем занимаются йоги порой. Ведь, по сути, наверное, многие знают, что йога – это способ выровнять свою карму, да? Преодолеть боль, преодолеть неподвижность, невозможность в вашем теле, и таким образом преодолеть и неподвижность, и боль в вашем сознании, и постепенно вычистить карму свою. Да? Кто-нибудь видел когда-нибудь злобного йога или агрессирующего йога? Я думаю, что нет, да? Например. То же самое с бойцами. Когда мы видим агрессивного бойца, ну, скорее всего, мы видим не бойца, да? Может быть, это спортсмен, может быть, это боец там низкого самого уровня, начинающий какой-то, да? Но вряд ли это боец, как мы себе это представляем.
Вот такая вот история. То есть это сильно меняет нас. Мы тоже проходим через боль, через дискомфорт. Конечно, переступаем нередко через самолюбие, честолюбие, через тщеславие, вот это вот, да. Знаете, да, что тщеславие — это когда вас касаются, а вы кричите, кожу дерут, да. То есть вот эта вот история, когда в вас влетел там какой-то атака какая-то влетела, а вы после этого ходите и вот так вот переживаете, там не физически переживаете, а морально переживаете, да, это и есть тщеславие. Вы должны делать выводы, вы должны действовать дальше так, чтобы в вас не влетало, да. Но когда вы вот так вот ходите, переживаете, тут явно вот элемент тщеславия, такого честолюбия там и так далее. Вот, и путь боевых искусств позволяет вам это тоже нивелировать и постепенно, не искусственно, причем с этим вы боретесь, не потому что вы взяли себе такую цель и теперь неотступно ей исследуете, а потому что боевое искусство постепенно вас именно в этом отношении выравнивает. И на сегодняшний день мне кажется, что боевое искусство — это, наверное, вот еще раз, на сегодняшний день, в современном состоянии общества, мне кажется, что боевое искусство — это чуть ли не единственный путь, который позволяет очень быстро изменить себя. Не себе изменить, стать совершенно другим человеком, а вычистить лишнее и вырастить то, что должно из вас вырасти. Да? Вот мне так кажется. И в этом смысле как раз вот боевое искусство именно с этой точки зрения мне представляется более высоким путем, чем йога, например, чем какие-то другие практики, какие-то подобные и так далее, потому что в других практиках очень многое зависит исключительно от вас, и вы сами только можете оценить свои достижения или недостижения, а заблудиться в таком случае очень легко. А в боевых искусствах заблудиться сложно, потому что в итоге все вам демонстрирует ваша боевая практика. И здесь ошибиться нельзя. Понимаете, да? То есть в этом смысле этот путь сразу дает вам ответы на множество ваших вопросов. Вот мне так кажется. Так, Вася Васин пишет: боевые искусства помогли во мне развить такой полезный в жизни навык, как самообучаемость. Мне, человеку, работающему в сфере IT, это очень нужно, так как постоянно новые технологии, из-за этого приходится постоянно самому чему-то учиться. Да, совершенно верно, это здорово. Вот Вася Васин, поддерживаю вас исключительно. Да, это навык, в котором мы прогрессируем постоянно с вами, если мы идем по пути боевого искусства. Мы учимся учиться все лучше и лучше. Согласен. Братцы, большое спасибо за этот стрим, за участие в нем. Если есть вопросы какие-то, которые возникли по ходу или которые касаются вот этой темы, темы боевого искусства как образа жизни, пожалуйста, пишите тоже в комментариях об этом. И наверняка мы к этой теме еще будем подходить, еще раз будем возвращаться, что-то будем проговаривать еще раз, что-то мы будем рассматривать с совершенно другой стороны, и это уже будет другая несколько, может быть, тема, но все равно соотносящаяся с этой обсуждаемой. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу, там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах. Не забываем переходить на плейлисты этого канала, где легче сориентироваться в тех темах в области боевых искусств, которые вас интересуют. Я вам желаю хороших тренировок. И кому интересно, можете посетить еще второй наш канал WowFan, все ссылки внизу. Всего вам доброго, надеюсь, что скоро увидимся. Счастливо.